Сначала продавцы. Пуп. Друзья, всем привет, всем добро пожаловать. Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Мишанька, здравствуй тебе, хорошего дня. У нас с вами по плановая, трансляция по Assassin's Creed Odyssey, 20-й стрим прохождения. Приятного всем просмотра, хорошего настроения, отличного вам дня. Мы выполняем с вами, продолжаем некие поручения, сюжеточка. Вот, добрались мы все-таки до культиста, и теперь нам сейчас надо угадать, какая из них, потому что там две сестры-близняшки, какая из них культист, непонятно. Ну, методом проб и ошибок. В ППЦ она насыщенная гемоглобином. Надо же, близнецы! Она всегда зовет Хорош. меня Мистией. Быть Чёрная на вторых прядь. ролях она больше не могла. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона! Я не пыталась быть лучше тебя! Мистий, ты должен убить ее, пока культ не захватил Китеру. Мне горько, но так нужно. Да тебе все равно, чудовище. Всегда было все равно. Справа. Я уже понял, что справа. Да тебе все равно чудовище, и это самое. Сейчас поговорим немножко. Настоящие. Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой. Так, тихо. И ты убила ее, боясь разоблачения. Не верь ей! Я верховная жрица! Не верь Мойрам, подожди. Справа настоящий, она сказала, не верь Мойрам. Может убить вас обеих? А это мысль. Обеих? Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, умри мы обе. Культ просто пришлет свою верховную жрицу. Ты знаешь, что сделает культ, не так ли, змея? Подожди, справа настоящий, не понял. Не верь Мойрам. Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи! Ну да, она ответила на вопрос. Меня. Змея! Она знает, что сгину я. Уйдешь, и падение Китеры будет на твоей совести. Хватит! Убей Диону Справа сейчас же! настоящие. Да. Убей Диону! Молчать! Бери справа. Ты справа, Диона. Ты слева, Диона. Ты! Меня не обмануть. Все кончено, Диона. Тупица! Афродита, спаси! Умри! Не верь Мойрам. Эту записку я дал верховной жрице. Вот. О, Мойры! Что ты натворил, Я не то убил, что ли? хороший? Змея! Убил верховную жрицу Китеры. Они будут очень недовольны. А теперь я убью ее сестру. Придется постараться. Могу укусить, помнишь? Больно укусить. Подожди, ну что я запутался-то? Справа Подожди, Мишань. Справа была настоящая. Она ответила, не верь Мойрам. Убить я выбрал левую. Слева. Убить я выбрал левую.
Ну, все правильно, потому что право ответила на вопрос. Не верь Мойрам. А получается так, что наоборот, надо было убивать справа. Справа не настоящая. Больно! Справа не настоящая, а слева настоящая. Короче, запутались. Ладно, сейчас разберемся, ребят. Не верь. Так. Выйти на рабочий... Не на рабочий стол. Нужно брать Диону. Мне нужно убивать справа. Вот. А она там, ты слева, ты справа, Диона. Он сам не знает. Сейчас загрузимся, найдем. То есть, получается, Диона подставила не верь Мойрам, короче, и так далее. Получается слева. Да. Слева это настоящее. Так, значки в диалогах: атаковать, флиртовать, соврать, принять. Соврать, весы, флиртовать, я понял. Ага. Сейчас разберемся. Надо же, близнецы. Она всегда завидовала мне Мистии. Быть на вторых ролях она больше не могла. Вот. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона. Я не пыталась быть лучше. Когда мы в храме разговаривали, Должен убить ее. мы всегда... То есть она там тогда говорила, что младшая сестра нам завидует. Мне все равно. Она даже постарше выглядит, левая, Было все равно. как старшая сестра. Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи. Диона точно убьет меня. Змея. Она знает, что... Вот видишь, как бы по уражению, вот тот постарше. И падение Китиры будет на твоей совести. А я тут, короче, так. Может убить вас обеих? А это мысль. Обеих? Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, Они умри обе мы обе. красивые. Культ Я просто возраст пришлет не могла свою О, мой... жрицу. Красоту. Смотри, о, Мойра, в диалогах же написано: не верь Мойрам. Змея. Она говорит: ой, Мойра. Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой, и ты убила ее, боясь... Да, получается, слева это настоящее. Я верховная жрица. Это несколько раз повторила про Мойер справа, а та сказала, что сестра младшая мне вечно завидовала еще с нами в диалогах. Хватит! Убей Диону сейчас же! Сделай это, Мистий! Убей Диону! Они обе красиво. Ты! Я тебя насквозь вижу, Диона. Все кончено. О, Мойры, я убью вас обоих! Вот, ой, Мойра, я убил вас обоих. И она, кстати, посильнее будет. Вот, справа, да. Вам не победить. Какого, блин, тут охотники-то? Да рысь.
столько мучений. Он здесь! Вот он! Там еще, короче, идет охотник, ребятки. Шоу продолжается. Я схвачу тебя! Хорош, она за меня там дерется, молодец. Еще нет. Даже жаль тебя! Ах ты, какая разминочка. Проверьте меню снаряжения, у вас есть лучше, чем надето сейчас. Она была одной из лидеров жрица. Блин, справились, хорошо. А сестра? Семейные отношения всегда были сложны. Все на это указывало. Ее суть была очевидна. Я любила ее, несмотря ни на что. Любовь ослепляла меня. О да. Ты защитил Китеру, Мистий. Что ж, вернемся к культу космоса. А как же тот влюбленный-то, короче, Жрицу. не понял, что она жрица, помните? Долг, как верховной жрицы, взывать к сбившимся с пути и возвращать их в лоно Афродиты. Ага. И если ты бывал в Певке и видел ее Вот, певка. знаешь, что вмешательство богов их спасение. Там еще, кстати, один. Повезло. Одна из жриц побывала там и была в ужасе. Она назвала имя Милит. Кто он такой? Жители Певки боятся его до смерти. Сейчас разберемся с ними. В каких-то темных делах. Не знаю, в каких именно. Может, это поможет. Спасибо, жрица. А теперь прошу простить, надо прийти в себя. Хайре, Хайра. Так, подобрать Мойру, задание выполнено. Отлично. Так, есть драхма. Красивый очень. У меня мозг вырубается, когда играю в Одиссею. Да еще и близняшки, да, Мишань? Согласен. культ космоса в Певке, Мистий. Найди и Певки. убей Милита. Так, я знаю, что у нас там... И они правда красивые там были, хочется ту в эпоху. В Певке я знаю, что там один из культистов, который ждет нас на арене. Вот это тоже важно. Да, у меня еще, кстати, есть стрела, я что-то забываю. Удержать правой кнопкой, нажмите 2, чтобы приблизить. В общем, стрелять надо вот этими стрелами, научиться, но... Как-то я их уже испытывал. Так, а мы-то где, кстати, с вами? Мы еще даже второго ранга не достигли, да? Тут 45, а где я, на каком месте-то? 5, 6, а где мы-то? Ну, вообще тут есть? А, нет, вот они мы, чё я? Вот он, ранг 3. Тут как? Мы сила. Так, по культистам. Вот этот вот в Певке находится. У берегов Певки раздавались крики 29-го. Бывший культист готовится к битве на Миссаре. Помогите местным жителям. Вот тоже важно. Так. Можно раздобыть в Певке. Помогите местным жителям. Ага. О, тут осталось единственное. Это что у нас? Посох Асклепия. Убийцы, адреналину, шанс, крит удар добавляется к урону. Он так, но нанести крит удар невозможно. Чего? Шанс крит удара? Это только шанс, добавляется к урону. Но сам крит невозможно нанести. Это как?
мощный был типа Скрипи. О, я не знаю про него вообще ничего. Я уж, простите. Не так просвещен в такие дела. Творение бездны. Греция Китира ушел с Кандея. Так, это мы еще и нашли Астракон. Где корабли нашли последний свой приют, и я отыскал покой во тьме глубины и доброй ночи Греции. Ладно. Так, третий осколок. Сейчас будем смотреть, значит, задание. Что там у нас по снаряжению-то? Бессмертно. Умерев, вы воскрешаетесь. У воина Крита. Воина-убийца от тяжелого оружия. Тут что-то пусто. Ох ты, сколько ж тут рукавиц-то. Убийцы, шанс крит удара к адреналину за убийство, внезапная атака. Вот это вот, кстати, обалденно, мне кажется. Как вы считаете? И к шанс криту, и... В общем, надо копить шмотки и пробовать что-то ставить. Смотреть и другое. Посейдона, я думаю, оставить вполне, чтобы плавать. Убийца. Ну вот опять. Убийцы. К шансу отразить половину урона афинским солдатам. Ты какой? Подожди, назад. Так, задание, поехали. Смотрим. Ищите артефакт на Китире. Пифагор сказал Алексиусу о закрытых залах в Атлантиде. Посейдона нашел. Посейдона, сейчас, секунду, Миш. Он отправил Мисти в путешествие по Греции с целью найти мощные артефакты, которые позволят войти туда. Ищите артефакт на Китире. Лесбосе Миссаре. Разу не нашел, что это за вещь читерская. А, Посейдона, сейчас скажу. Мне вот, короче, на Китире мы с вами не прощаемся, потому что мы сейчас будем искать артефакт для Атлантиды. Так, Посейдона, сейчас, Мишань. Где-то тут был остров. А, где же? Где же я вчера плыл-то? Сейчас. Что-то в голове вертится. В общем, я от Лакриды отплывал и плыл на Тассос. Лемнос. Нет, не то. А где этот остров-то? Да, действительно. Квесты уже завершенные. По-моему, Миш, где-то вот здесь вот. Между островами. Кажись, вот он, Мишань. Самос. Вот этот остров. Там, в общем, стоит статуя Посейдона. Больше, чем сам... Ну, короче, половину полуострова, ну, этого островка занимает. Ты туда поднимаешься на острие, забираешь по квесту, который этот скульптор оставил там что-то, подсказку культу космоса. Скульптор, которого, опять же, мы спасли, его потом убьют. И рядом с этой статуей находится типа прайд львов. Ну, как там, самец и две самки. И они охраняют сундук. И в этом сундуке, собственно, находится сам посох этого Посейдона. Вот здесь вот. Я вспомнил, я отсюда отплывал, и там прям немножко между двумя островами доплыть. А наша задача, друзья, в общем, найти артефакт на Китире. Мы как раз-таки остров Китира и находимся. Поэтому, наверное, будет правильно выполнять дальше некие квесты и искать артефакт. Вот. А потом уже с этого острова, когда все закончим, наверное, и уходить. Трезубец нет. Трезубец классный. Он... Мне еще там один из ребят заходил, в чате писал.
Я, говорит, его нашел, трезубец Посейдона, плаваю под водой, дыхание под водой, крит урон, сила крита, короче, и 15 урон воина. Ну, то есть, вообще я пользуюсь кинжалами, но так как он у меня стоит, я плаваю под водой, но им не пользуюсь. Надо полагать, значит, сила крита тоже работает, и воина урон тоже также работает. Осталось на него только накинуть еще какую-нибудь гравировку. То есть все оружие, которое на нас стоит, оно как бы в общий показатель идет. Вот, на него тоже какую-нибудь гравировочку накинуть. Думаю, будет супер. Так, а где тут, интересно-то, артефакт на Кетире? Ну, первый был у нас артефакт этого сфинкса. Загадки. Хотя я не знаю, как на сфинкса похож. Там скорее какая-то гарпия прям. Потом на Кетире, культисты давайте смотреть, если тут. Это на Миссаре, помогите местным жителям. Это у нас на Певке. Это тоже, по-моему, на Певке. Вот на Певке, вот 2 на Певке уже есть. Здесь что-то с островами. Здесь пока слишком высокий. Ахея мы еще не были с вами. Лакрида, вот, кстати. Какой? Сундук с казной в крепости Лакрида. Вот. Певка топ. Сейчас, блин, что-то у меня глазина. Сегодня на улицу вышел, такая обалденная погода прям. Что все это значит? Солнышко прям, все тает. Риск. Опасность. Приключения, риск, опасность. Сокровища. Жизнь — это приключение. Приключения. Те, у кого есть время и деньги, могут получить незабываемый опыт. Продолжай. Главное — скрытность, Мисти. Мы не можем рассказывать всем, где лежат сокровища. Но Так. у всего есть цена. Заплати, и получишь табличку со всеми сведениями. Ну давай. Вот, держи. Прекрасно. Это тебе. Табличка приведет тебя к несметным богатствам. Что? Просто скажи, Табличка все расскажет. что это значит. Че, по табличке На иски? табличку и следуй указаниям. Я выполнил свой долг. Награда ждет у восточного берега Китеры. На острове Диакофти. Не везет? Это, по-моему, Обманули тебя. сокровище находится на острове Диакофти, к востоку от Китера. Ищи в центре острова. Диакофти. Табличка левая. Где Диакофти? К востоку, главное. Да, по ходу дела он меня наколол. Вот. Один торговец втянул Алексису в поиски ценных вещей. По крайней мере, он надеялся, что они ценные. Сокровище находится на острове Диакофти, к востоку от Китера. Вопрос. Тут их 3 вопроса, Миш. А, вот этот? Восток маленький остров. Ну, восток, да, но это не остров. Вот это вот может быть полуостровок, а это как бы это единое. У меня есть решение. Восток. Ну, такого острова даже нету. Нет, тут, понимаешь, сокровище находится на острове Диакофти. Это, то есть, уже как целый остров описывается. К востоку от Китера, то есть, от данного острова. Ищите их в центре. То есть, как бы путаница, если так разобраться. А если так посмотреть,
Нет, он получается вместе с этим, с Китерой, вот этот вот, куда я бегу. По идее, это один и единый. Ладно, еще посмотрим. Не захотел плыть. У шайтан. Нашел. Да, Мишанька, ты прям прав на все 100 был. Ну тут чисто он... Нет, это единый остров, просто он затопленный. Ну, как по мне, ладно, не будем придираться. Сделали так, значит, будет так. Исследовать область. Мне интересно, где здесь для Атлантиды артефакт найти. Пусто? Да я ему шею сломаю. Сейчас мы туда сходим. Мисти опередил нас. А, вот тоже, что ли, да? Клюнули на его уловку. О, табличка. Так, расспросите торговца о пустом. Сейчас мы расспросим. Я знаю, что тут еще некое есть. Руины. И тоже с табличкой, между прочим. Руины, друзья. Это важно. Что там моя ромашка пишет? Сейчас я, друзья, секунду. А он не тут. Ну, это понятно, что он не тут. Он уже и небось это... Где-нибудь там на курортах. Поищу укрытие. Используйте карт, чтобы отмечать врагов. Это я понял. Но мне кажется, что вот именно на этом острове должна быть это самое. Ну, артефакт. Не знаю, но предполагаю. Руины. Подожди, а где сами-то руины? А, то есть это и есть эти руины, да? А. Я думал, куда-то там, знаете, спуститься надо, что-то исследовать. Ну-ка, пойдем мы ему предъявим. За денежку. Чё за фигня такая? А может быть, почитать стоит? На острове Кофти, что у восточного края, Китиры, тебя ждет награда. Да. Награда прям не особо внушила нас. А сколько играл, ни разу не нашел, что это за вещь китирская. А как же ты квесты выполнял, Миш? Там же по-любому, чтобы этого культиста, кстати, убить, там получается, что ты статую Посейдона должен находить. Может, ты просто это пропустил, не знаю. Или это не связано с лором, ты прошел вперед.
Не, квесты тут бывают такие иногда простенькие, иногда прям берешь квест, а он разделяется еще на несколько подквестов. И тем самым, ну не знаю, мне интересно, по крайней мере. Разнообразие. Дело. Сундук был пуст. Не может быть. Ты точно умеешь читать таблички? Клянусь, в сундуке должно быть сокровище. Почему ты так уверен? Я положил его туда. Ага. То есть, Малака. Не помню. Куда ты побежал? Надо выбраться отсюда. Что-то я не пойму, куда он улетел-то? Вон. Мне он вообще нужен? Ослик. Выпущу Гейна! А он, кстати, прибежал к этим афинянинам. Да? Как с ним поговорить? Я его не буду убивать. Я его не буду убивать, потому что он это делал с целью выживания. Сохранения, скажем, собственной шкуры. Так, ну и где у нас это самое-то артефакт? Артефакт Атлантида. Завершите. Нет, это не то. Поговорить с Гетерой. А, я выполнил контракт. Где-то. Поговорить с спартанским солдатом. Кто-то из тех, кто попал ему под горячую руку, уже кому-то насолил. Ему осталось лишь забрать... Вот, вознаграждение. Сейчас. Проходишь просто попутно, кого-то щелкаешь и выполняешь задание. Там еще, оказывается, у меня где-то задание уже выполнил. Пока тайминг не кончился, надо бы забрать наши денежки. Только что-то не написано по поводу вот этого, говорю, да, артефакт Атлантиды, не написано вообще ничего. Куда идти, что идти, какие-то развалины там можно найти. Сейчас надо где-то зачитать. Найдется задание для наемника? Так, да, мы с ней же говорили. Кормит меня обещаниями. Нельзя же питаться только ими. Другим гетерам делают чудные подарки. Он обманывает тебя. С меня хватит. Столько обещаний, а я ни ожерелья, ни туники, я даже монетки не получила. Другие девушки смеются надо мной. Мне разобраться с ним? Именно так. Сделаешь это для меня? По-моему, уже сделал. Благосклонный. Я уже все сделал. Я рада, что мы встретились. Вот, возьми. Спасибо. Есть, смотри-ка, 1500, а опыта 15 тысяч. Ему уже 43 уровень. Хорошо, идем. Так, далее задание. Что там я еще выполнил? Смотрим. Копье Леонида точно нет. Так. Задание в Греции. Вот. Поговори со спартанским солдатом. Остров Китира. Выполни контракт. Возможно, он просто оказался... Вот. Еще один контракт готов. Сзади. Разблокирован новую гравировку. Плюс 10 урона убийца. Я оружие уже нахожу по 15. А, это кузница Гефеста вчера еще говорили. Где-то там в заливе какой-то бухты. Так я не нашел. Что за залив? Что за кузница Гефеста? Возможно, позже найдем.
Ты далеко от Спарты. Может, тебе нужна помощь наемника? Предатель! Ты лишил жизни нашего командующего Стентера из Спарты! Стентер был моим братом. Стентер приходился мне братом. О, я не знал. Прими мои соболезнования. Я с кем-то тебя перепутал. Так и есть. Да, припоминаю, что сюда недавно прибыл другой загадочный наемник. Так это он тот самый предатель? Да, да. Просишь убить этого наемника. Ловишь на лету. Сделаешь? Можешь больше не волноваться. Я уже все уладил. Спасибо, Мистий. Вот твоя награда. Я довожу дела до конца. То есть за наемников, обалдеть, мы получаем квест. Они сами нас ищут, нарываются на неприятности, а мы за это получаем некие поощрения. Ну ладно. Просто потрясающе. Мы не против. Это здорово, но убить Афинина голыми руками. Так, давай далее смотреть. Давай далее смотреть. Так, отнеси дуры Дафни. Это на Миссаре. На Миссаре, кстати, тоже какой-то есть. Так, пока это подождет. Ну, побережье... арена находится на северном побережье Певки. Фидий, найди потайную комнату на острове Гефеста. Фидия убили, Алексиус... Вот, Фидия, это и есть тот скульптор. Убили, Алексиус остался наедине с подсказками, которым просил найти Мисти, надеялся, что решение... Но там этот культист высокого ранга, пока не полезем. Опять в Певке. Слепой царь в Аркадии. Стоп, а где же эта Атлантида-то? Вот она. Ищите артефакт на Китере. И ничего такого, чтобы было хоть какое-то малейшее описание здесь, друзья. Ищи артефакт на Китере. Это не то. Будем искать. Да. Надо посмотреть, что нам там поприбавить. 43-й. Одно очко способности. Да, давай это качнем. Снаряги какие-то дали нам. Артефакты. Так. Ну, ресурсы у нас есть. И... Да что ж такое. Я думаю, мы это все дело продадим. Тут постоянно крит. Перчатки какие-то, да? Вот они. Шанс у крита, но... Не, это мощь. Заменить только бы чем. Еще на 300 растет убийца. Ну-ка. Вот это. При низком сила крита. Воина-убийца. Курточка-то есть какая-то? Да, курточка есть. Сила крита бессмертный. Воина-убийцы Клинкового. Ну-ка, силу крита поставим. Тут еще некая сила крита, да? Ботинки бойца. Про тут охотника. Сюда бы какую-нибудь татубу поставить. А это что? Воины общего урона. Спартанский герой. Чё смастерил? Давай-ка крита поставим. Ну, вот таким вот сейчас комплектом мы погоняем. Так.
Пошел. Ну, давай вот это поставим. О, пойдет. Нормально? Нормально. Вот смотри, Китира, где этот артефакт может быть? Давай предположим. Может быть, по этим подсказкам? Тут что-то какие-то фото делали. Пещера отшельника, но мы там точно были. Ну, или же все квесты на Китире выполнять. Убью тебя и заберу награду. Не знаю, как по мне, по-моему, он слишком долго начинает бить. Опа. Тут еще что ли рысь? Ну вы хорош. Киси. Ты посмотри, какая юркая. Прямо не подпустит и смотри. Какая. Рысь что-то чувствует. Должно быть, в пещере кто-то есть. Кто там, кто там? Кто тут? Ее так много. Кровь, ее так много, говорит. Я тебя слышу. Сюда. Я весь в крови. Да подожди ты. Сам залез. В крови он. Кровь. Ее так много. Эй, я тебя слышу. Сюда. Я Да, поговорим. слышал шаги. 2 ног. Не 4. Ты серьезно ранен? Вот поэтому и рысь тут. Оказались опаснее морских окуней. Морских окуней. Охотнику вернуться домой к жене. Да? Попробую помочь. Слава богам. Она в гавани Скандея. Пошли. Терял много крови. Если ты хочешь попасть домой, нам пора. Прошу, помоги мне вернуться в гавань Скандея. Всего-то 300 метров. Терпи. Все хорошо. О, наемники. Сколько в человеке крови. 3 литра. Ребят, как ваш ничего? Всем привет. Всем добро пожаловать. Силы на исходе.
Наш пока квест это выполнить осколок найти на Китире. Где его искать для Атлантиды, я не знаю. Второй. Поэтому шерстим мы этот островок. Нормально. Во, Мишань. Это хорошо. Это самое главное. Вижу сундук. А, это эти... как она? Вражда, да? Кто будет владеть? Ты его жена, значит. Да, жена дурачка, к несчастью. Гланти, не ругайся. По дурачку. Милый мой, ты жив? Ну, на ужин будет рысятина? Не надо о рысях. Рысятина, говорит. Вы прекрасная пара. Вы снова вместе. Чудесно. Я оставлю вас. Хайре. О, лук черной метки дали. А если я его остырю, ничего? О, нельзя, нельзя. Подожди, что за лук? Что у нас тут за лук-то? Воин от яда урона общего, причем, да. У нас 13 убийцы. Процентов. Ну, мы на самом деле 4, мы 9% тогда от воина теряем урона, но прибавочка у нас охотнику и воину будет на 200. И от яда, нет, это не пойдет лук. От огня, от яда воина, а это что? Охотника, воина и мощности стихий. Ну, кстати, неплохо, неплохо. 25%. Ладно. Так, что там? Опять кого-то я, что ли, убил, да? Из наемников. Кто-то был. Кто-то был. Это, видимо, появились, то, что новое показано, да, еще. Так, куртка нет. Вот портки нам какие-то дали новые. Убийца, 15 устойчивости, ближний бой. А у меня там сила крита я набрал. Угу. Опять задание, карта. Это самое, Мишань, а я так понимаю, что я не завершу, да, это основной сюжет, не найти эти осколки Атлантиды. То есть они как бы все равно, да, нужны по факту. Здесь бдительные стражники. Бдительные стражники, а там какой-то квест был. Он опять. Опять охотник идет. Да, не пройду. Ну, то есть, значит, тогда все равно мне тут нужно, да, как бы находиться. Куда ты факел-то выбросил? Да, Идет, идет. Ах ты, кулек, идет. Глаза бешеные. На второй этаж я не успел подняться. Засек. Ну ладно. Я помню, тоже их брал.
4. Причем тут еще неизвестно, кто будет нам загадки давать. Если вообще будут загадки, а то скажет... А ну-ка давай там дерись, к примеру. Ой ты, ё-моё. Думаешь одолеть меня? А чё тебе весело так? Он у меня! Что такое Истра в новостях целый день крутит? Чё, что такое? Истра в новостях целый день крутит. Предмет для задания. А, кольцо для задания. Письмо от Брасида. Предмет для задания. От Брасида? Слушай, а я что-то не знаю. Я сегодня посмотрел новости и в недоумении. Что ты там говоришь? Ну, я не видел такого, не слышал. Может, вечерком? Мы с твоей матерью ждем тебя на вершине скалы, рядом с Тегеем Б. Рядом с Тегеем. Такие кольца носили жители города, следившись за модой. Но это Москва. Истра, город Истра. Мы с Лехой разговаривали, он, по-моему, там в Истре живет. Но Истра это вообще река, по идее. Отдыхать ездит туда. Это вот если по Нарфаминскому шоссе. Где-то под Калугой, что ли. Не знаю. Рядом с Тегеем. С Тегеем. А что это за Тегей? Письмо от Брасита. Это гора, это что ли? Как она? Сейчас. Тайгет. Нет, а там Тегеем. Или я туплю? Не пойму. Тегеей. На вершине скалы рядом с Тегеей. Понимаете, рядом с Тегеей. Понял. Это Тайгет, это не Тегей. Хотя, может быть. Ну, если Леха сегодня зайдет, спрошу, он сказал, что где-то там вроде проживает. Короче, ладно, это бог с ним, с этой Тегеей, где его там... Брасида, я надеюсь, что я встречу в любом случае. Да? Там еще к матушке нам идти. Мне тут где-то надо осколок искать. Возможно, вот боги среди людей. Возможно, это вот этот квест. Возможно, друзья. И вам здрасте, да. Мимо пробегаешь. Ха! Че? Я, может быть, нет. Я мешать, может быть, и географически путаю. Но на курорте на Истре я не был. Истра именно. Как там, курорт, река. Но мои, скажем, знакомые туда ездили отдыхать. И ездят, наверное, до сих пор. А еще есть город сам Истра. Но это Москва. Нет, это не Москва. Это получается... Рассказать, откуда вылезли существа. Это Подмосковье получается. Или где-то... Фиг его знает. Я у Лехи спрашивал, когда... Вот Леха житель. Может он, кстати, в чате.
Он говорит, я уехал из Москвы, в городе Истра живу. Это, говорит, вроде как недалеко. Ой, извините, а кто вы? А что тут? Вот, я к тому, что это все, что мне известно. Опасайтесь элитных бойцов, они гораздо опасней. Все. Сокровище Кетира, область исследована, да вылазит отсюда. Так я могу сказать, откуда вылезли существа? Да, ну, наверное, из Атлантиды, если мы говорим про игру, и откуда-то оттуда, может быть, они были страшниками Атлантиды, я не знаю. Посмотрим. Надеюсь, что расскажут про них. Хотя бы некий какой-то диалог. Егор Бурсков, спасай Кассандру. Братан, спасаю, но помимо Кассандры нам еще надо здесь что-то выполнить, чтобы не уйти. А потом только на певку бежать. Добро пожаловать. Леха, привет. Что здесь происходит? Сегодня без происшествий в школе? Хвала Эмпидоклу, Мистий! Я не опасен, в отличие от этих жриц! Сейчас, секунду, друзья. Чего говоришь? Кто? Ты можешь громко? Водичка. Нету водички. Кофеек возьми, будешь, если... Бери. Сейчас кофейку тоже, да, налью, обновлю. Спасем Кассандру, я просто не тороплюсь. Хочу здесь что-то выяснить, где этот артефакт, кусок найти. Чтобы потом не возвращаться. А так все, найдем, всех найдем. Сейчас, пару минут, друзья. Ладно, пока чайник закипает, сейчас, ребят.
Что-то ждать его не очень-то как бы захотелось. Окей, о, Аристофан. Аристофан? Сейчас мы Помоги, мой бог велик! его от рыси сначала спасли, да? Его бог Малака, оскверняющий святую землю Афродиты, Я, кстати, прошел игру. правится. Мои поздравления, это хорошо. Я помогу. Богат, значит? А я только прохожу. О да, Эмпидокл вознаграждает по заслугам. С первой части мы как бахнули Заточить с ребятами. крепости. Он бог и достоин поклонения. Твой бог. Так. Кусок у Кассандры. Так, не спойлерить. Не надо. Неинтересно будет. Я надеюсь, что до куска мы доберемся и меня по квесту приведет. Так, твой бог вдохновляет, наверное, на поды. Угрожает толпа. Но ты хочешь, чтобы я спас его, не тебя. Твоя вера сильна. Лишь Эмпидокл может привести нас к своим братьям и сестрам на Олимп. Он намного важнее скромного слуги. Ты ведь не собираешься помогать этим безумцам? Это против воли Афродиты. Если их устами говорит Афродита, тогда моими все 3 головы Цербера. Тут что, еще и Цербер будет? Ну и... Спасать Бога, наверное. Ну давай. Знаешь, Мистей, но даже ты не сможешь быть в 2 местах разом. Мы поможем в любом случае. Страшно? Хочешь узнать еще что-нибудь? Где его держат? Найти твоего Бога. Его держат в гавани Скандея в одной клетке со скотом. Это позорно для любого бога, а для того, кто не ест мясо, позорно вдвойне. Вот так вот. Вот, нет, это сам, Егор, я как бы прохожу, прошлый год проходил, с первой части начал проходить Ассасинов, на канале прям все есть, там 1, 2, 3, все по порядку. Вот, добрались, получается, это какая, 10-я серия Ассасина. И буду проходить, ну, следующее это Вальгалла. Только Вальгалла, может быть, сделаю перерыв, потому что слишком долго идут серии, стримы и так далее. А может быть, получится то сразу после этой Одиссеи. Ну, такое разнообразие, чтобы не утомлять себя одной игрой. Может быть, и будет перерывчик, а так еще и Вальгалла нас ждет. И, по-моему, в конце этого года, ну, как бы, может быть, они перенесут, выходит еще какая-то Ассасин серия. Не знаю, какая, посмотрим. Может быть, что-то типа 2D графика будет, знаешь, как она там... Как они вышли? Хронология этих ассасинов, там, Китай, Россия, что-то такое. Если такого плана я не буду, я хочу такую полноценную какую-то. А как я его узнаю? Вот так что так. Там держат и других. Стражники его раздели. Но узрев дар Эмпидокла, ты перестанешь сомневаться в его божественности. Какой дар? Скажем так, поймешь, когда его увидишь. Скажешь так. Сейчас сообщение прогрузится, я увижу. Ясно. Я вызволю Эмпидокла. За меня Я просто по аватарке вижу. твоя помощь нужна Эмпидоклу. Боги среди людей. Вот он где. Ага. И куча стражников. Эмпидокл поведет. Ага, спасибо, мам. Сейчас, друзья, чайник вскипел, а то... сейчас играй заново, но за Кассандру. Ну, слушай, я вот, знаешь, как бы заметил, что в диалогах проскакивает, что ко мне обращаются как, по крайней мере, 2 диалога где-то у меня было, что ко мне обращаются как к женскому персонажу, не как за Алексису. Возможно, каноничное прохождение это будет правильно за Кассандру. Возможно, я просто предполагаю. Потому что перевод переводом, но некие диалоги вызывают прям сомнения, почему ко мне по-женскому. Ты играл Assassin's Black Flag? Да, прошли Black Flag, и все предыдущие части, все пройдены. Сейчас я чайник налью.
Что-то прям все так это, Black Flag. Ну, не знаю, по мне как больше, наверное, запомнилось это за Дезмонда и за Коннора прохождение. Там, когда его отец, оказывается, был с тамплиером, а он ассасином там. Я Алексиса убил. Ну, я понял, ты как бы так это... Не на хорошую концовку, наверное, скорее всего. Мурекс. Хотя я не знаю, как я еще пройду. Может, я тоже сестре по заднице надаю, не знаю. Хотя судить ее тут по лору как бы не особо стоит, потому как ее воспитывал культ космоса. Ну, это Баба Яга я ее называю. Ух ты. Если меня тут заметят, будет плохо. Да кто ж нас тут с тобой заметит? Смотри, как мы с тобой Ты куда ж ты? Не надо гореть-то. Ты чё? Не, за Алексиса на хороший. Ну, видишь, есть хорошая, есть плохая концовка, значит. Но мне тут подсказали, ребята, не надо только это, не убивай Николауса. Чтобы была хотя бы каноничная концовка, наверное. Ну, хорошая. Правильная. Так, а что тут у нас? Боеприпасы, боеприпасы. Не понял. Релик. Он мне туда показывает. Так, тут у нас... Блин, как его? Ну, давай так, ладно. Сейчас могут затрубить. Убивай волка, он тебя хотел убить. Это Николаус-то? Да нет, там не то, что он хотел убить, там... Скорее эти жрицы. Ну, в Спарте, видимо, такие были правила. Тут от него мало чего зависит. Поехали. Спартанские правила. Но он сожалеет, вроде как по разговору про это действие. Про последствия. Так, капитан идет, смотри. Сейчас запалит. Братан. Ты чё это тут? У тебя застойка такая.
Ага. Покончим с этим. Сейчас ты умрешь. У вас закончились стрелы. Серьезно. Он тебя скинул. Да не, он меня, по-моему, скинул, а жрица держала. Так, ладно. Да в любом случае мы уже простили его, так что с этим-то. Можно, да, конечно же, по сути, пойти по другим этим самым-то концовкам. Без проблем там и его шмякнуть, еще кого-то там, вообще всех перелупить. Так, тебя освободить. Видите, жалкие смертные, меня, Эмпидокла, не Отведи. А, мне ее сейчас проводить надо. вас к богам. Ты куда ты побежал-то? Подожди ты хоть секунду-то. Да ну его в баню. Сейчас вернемся, короче. Сейчас зачистим крепость нашу. Побежал, побежал. Какие тут разговоры? Так, а вон последний. О, раньше, когда на коврах спали. Посмотри. Это как-то оттуда оттолкнулся туда, а потом залез. Вот дает. Стоять. Моя деньга. Ну, пойдем посмотрим, что там из этого получилось. Смотрите же. Не нужно меня благодарить. Хватит звонкой монеты. Мне? Тебя? Здесь? И без зрителей? Нет, 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 мой дорогой. Так не пойдет. Нашему спектаклю не хватает самого важного — зрителей. Встретимся у моей статуи, там и поговорим. Следуя за Эмпидоклом до статуи. Побежали. О, а их двоих, что ли, убили? А, парня этого убили. Там, откуда я пришел, все по-другому.
Людей не убивают за их веру. Их уважают. Мы уважаем богов, а не тех, кто мнит себя богами. Мир полон вражды, но и любви тоже. Примите ее, примите меня, и тогда я представлю вас своей семье. То есть он просил спасти его. Если бы все голые узники становились богами, пантеон бы давно переполнился. Может, Эмпидокл бог, а может и нет. Но это не он забил юношу насмерть. Я пойду за тобой. Братья, сестры Китеры, за мной! Тем, кто предал Афродиту, не избежать кары. Пусть ты и не веришь, что я бог мистий, но в тебе точно есть что-то божественное. Копье, да. Можно использовать. И труд богов не бесплатен. Конечно. На что еще мне тратить деньги? На одежду? Стоило бы. Одежда была бы кстати. Ты боишься моего естества. Но нам нужно обсудить кое-что еще. Давай. Могу. Часто ли выпадает шанс помочь богу? Такому, как я? Никогда. Идем, воитель. Нужно поговорить. Голожопый Богом краткости бог. тебя не назовешь. Статуя страшно на меня похожа, правда? Страшно, это верно. Там только начало работы. Богам ни к чему помощь. Но все же у меня трудности с братьями и сестрами. С богами? Семейные дела. Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. Украли лиловые одежды, и с ними очень ценный диск. Ключ от семейного дома. И ты хочешь вернуть его? Еще бы! Диск — это ключ. Ключ, что отворяет двери к самим богам. Этот диск нужно вернуть мне. Так. Может быть, это и есть некий артефакт-диск? Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани. Ты знаешь, где он сейчас? Чаще всего он и его стражи грабят тех, кто только прибыл в Китеру. Поищи возле гавани. Боги никого не ждут. С терпением у нас плохо, да. Да. Поможешь? Похоже, диск важен. Я найду вора и верну твою пропажу. Так, бог среди людей. Пойдем выполнять. 26 тысяч опыта. Не, опыта классно дают за квесты. Угу. Найди ключ для Эмпидокла. Так, 43. Вон. Эта краска воняет, как гнилые пёсьи кишки. Но я выгляжу, как бог. Ты умрёшь! Блин, коню еще дал. Опа. Да я не хотел. Это наш Это было безрассудно. Я просто коня зацепил, и все, и понеслась тусовка местная. Ты погиб. Голову прячет, а какой? Так, где ключник-то? О, барышня.
Так, еще 2 наемников. Какая-то ачивка, видимо, будет выполнена. Какая Походка и уверенность, да? уверенность! Не зная обратного, решил бы, что в Китере 2 бога. Я нашел диск. Хвала мне! Я направлял твою руку. Конечно. Встретимся с богами? Я познакомлю тебя с семьей. Конечно, если ты готов к этому. Давай, давай, пойдем. Интересно. В этом, милый Мисти, можешь даже не сомневаться. Минутку, я обращусь к зрителям. Ликуйте! Ведь я, ваш скромный бог, познакомлю вас со своей родней. Мне кажется, или у него что-то ЧСВ зашкаливает? Арес хочет увидеть тебя. Арес еще. Много обещаешь. Не веришь мне? Верю, верю. Ты несешь радость последователям. Я вознагражу их за верность. И тебя тоже. Наша цель — Каринфский залив и все его тайны. Встретимся там, и ты все увидишь. Там вся твоя родня? Жду не дождусь. А может он правда чей-то, ну, сын? Я имею в виду полубога. Кто его узнает? Лестница к Олимпу. Так, что там за залив-то? Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. О, да, Ричард, здравствуй, дружище, добро пожаловать. Хорошего тебе, да, дня и настроения. Присаживайся. В кузницу главных богов. Ну, в эту кузницу, я имею в виду, где копию Леонида улучшаем, туда нас идет. Забери сокровище? А я тут еще и сокровище не забрал. Ага, ага. Сейчас будем. Пещера позабытого. Пойдем посмотрим, друзья, что там у нас. Ну да, я здесь был. Тут будет весело меньше, чем Линк больше, чем. Веселье. Боги среди нас. А, я помню, мы вон там не смогли пройти. Мне еще, по-моему, вы подсказали тогда, что ты вернешься потом сюда. А там в действительности было все закрыто. Да, плавать мы можем теперь с вами долго. Он, получается, открыл. А, нет, не открыл. Я слышу вас, братья и сестры. Кому-то сегодня по сердцу топать. Узнаю Сейчас твой открою. буйный нрав, Арес. Сейчас увидим. Веселый персонаж. Скоро я утешу тебя. Видишь, они здесь. Боги здесь. За этой дверью. Слушай. То как он добрался в соло сюда? Не хотел так надолго пропадать. Китеры, это... Ну, если ищете, куда бы еще наслать чуму. Я ожидал совсем не этого. Маскировка, мой дорогой. Всего лишь маскировка, чтобы отводить тех, кто ищет славы. Кто это? Тоже слышишь? Там что-то есть. И, судя по шуму, оно в 2 или 3 раза больше человека. Быстрее используй диск. Открой дверь. Нас ждут внутри. А, во! Я готов. Что бы там ни было. Мои братья и сестры. Братья и сестры. Циклоп? Хорош. Да, посмотрим.
Обитель Убей богов! Одноглазого. Создатели Вселенной! Протяните могучие руки! Возьмите меня на... Шмяк. Вид недовольный. Попробуем подбодрить. Он глаз не любит, что ли, когда стреляет? Опа. Что там урону слишком много. Я думал, что Эмпидокл самый красивый в этой семейке. Педокл, которого циклоп убил, самый красивый. Бедно глазу змея, да? Опа, палку оторвал. Дю-дю-дю, какой ты хороший. Я не знаю, если он сейчас что-то такое не предпримет, то... Как босс он не слишком сильный. Ага. Начинает предпринимать какие-то... действия.
Короче, надо бежать в одну сторону. Ага, подойди, не хочу. Чем они больше, тем дольше их рубить. Получить артефакт — это цивилизация. У него глаз, короче, артефакт. Направь свой взор. Братан его. Он говорит, братья с тобой. Пришел его. Лестница к Олимпу, дубина Полифема. Так, а почему я не могу больше зайти туда? Мне еще интересно, как он те сокровища забрать. К сожалению, не могу. Так. Убийцы. Тяжелого клинкового. 25 урона элитным противникам и боссам. Супер. Так, а что там еще за некий какой-то? А, дубина, ладно. Еще и наемники какие-то, ты погляди, появились. Вот сокровище, вот как оно? Как оно должно забираться? Где-то оно вот якобы здесь. И дверь-то, главное, закрыли, да? После этого убежище циклопа. О! А это как? Я думал, выше как-то надо залезть. А тут, оказывается, за фонтаном где-то. Ну, неплохо. Хорошо. И карта недоступна. Надо как-то теперь отсюда выбираться. Выпустите. Что-то, ребят, я вообще не пойму. А я отсюда смогу выйти это? Ну давай, братан. В общем, выход мне только однозначно через туда, куда я пошел. Под воду там прыгать, куда-то заходить. Нет, циклоп мне не показался. А, вниз.
Стой. Не показался сильным, потому что, ну чё, там держишь дистанцию, стреляешь, 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 и все. Главное, дистанция. Карты мира недоступны. Вот теперь ищи свищи, где выход. Выплываем. Все, мое почтение. Мы справились. Так. Это задание. Да. Огненный прикольный будет, вот с ним долго пришлось повозиться. Огненный кто? Топор? Или босс? Там еще о неком Цербере какая-то речь велась. Так, вожак, подожди. Здесь, получается, я все выполнил, не считая только вот это, горечь утраты. Да, некий квест. Все-таки сходим, выполним горечь утраты. Ну, не, кинжалы кинжалами, ничего себе топор. Элитным бойцам, убийца урон. А, босс. Топорище прям. От тяжелого клинкового. Сюда еще бы какую-нибудь накинуть. Даже если я кинжала поставлю, и то... Не знаю, топор перебивает. Конечно, у него стиль немножко не тот будет, я имею в виду в бою. О, с трезубцем. А скоро будут какие-нибудь гравировочки тогда накинуть. Соответствующие. Что ты наделал? Ты убил моего сына! Мистий? Ты будешь наказан за то, что сделал. Я не убивал твоего сына, клянусь! Боги прислали тебя помочь мне, да? Да, скажи, что тебе нужно. Преступник понесет наказание. Скажи, что делать. Немезида услышала меня. В чем дело? Моего сына убили на складе мурексов, раскроив ему череп. Это правитель Китеры! Они поругались на складе! Тогда почему ты не вмешался? Лжец! Ты, говорит, убил моего сына, ты смотри на него. А ты выясни, кто убил моего сына. Он как будто не ел полгода. Правосудие. Убийца будет наказан. А зачем правителю Китира убирать твоего сына? Против правителя Китеры. Твой сын ошивался возле его дочерей, всех 4. Дочерей? Я предупреждал его. Говорил, что правитель опасный человек. Он был ослеплен их богатством. Их подарки для него до сих пор в крепости. Чего ты взял, что убил он? Мы дали ему работу, а он решил нас обокрасть. Мой сын выгнал его с позором. Смотри. Говорю, он тощий. Не причинил вреда. Даже сил нету. Предал его Малака. Не торопись с выводами. А где находится? В дальнем конце гавани. Там все залито кровью. Я отправлюсь на склад и осмотрюсь. Выясни, кто убийца, Мистей. А я присмотрю за этим Малакой. Я ни при чем. Вот увидишь. Ладно, давай посмотрим. Что это такое? Да, Ричард, а ты тут, дружище? Не, к тебе вопрос. Может, ты что-то нам поведаешь? Если знаешь, конечно же. Так. А где он? Подожди, квест-то. Поговорить с отцом убитого. Ага. Ну вот, мне в любом случае, видите, выполните все задачи в пещерах. Мне еще 2 квеста. Правитель Китеры мертв.
Это он убил твоего сына. Ты вернул А, мы же убили его. Все, квест выполнен. сын обретет покой. Все, друзья, да. Это самое, там Мишка спрашивал, что там в новостях в городе Истра. Ты не в курсе, что там произошло или что он это самое спрашивал? Что-то говорит по новостям, что-то Истра. Попробую найти укрытие. Все, я отошел. Ну я же отошел, но я не лезу. Ну ты че, брат? Еще и спартанцы. А? Вот шухер тут навел. Правильно, лучше убейте меня, я больше не пойду. Какие-то нечестные жители опять начали нападать. Мы уйдем сейчас с вами. По-моему, еще некие культисты находятся Миссора, по-моему, или где-то. Как он там называется? Миссора. Там надо повыполнять тоже на квесты на жителей, чтобы узнать, где культисты. Ну, это правильно. Не стоит здесь оставаться. Не-не-не, все, мы уходим. Сейчас я разберусь с квестами. Куда нас еще поведет? А, вот, на Миссаре. В Миссаре находится бык. Миссаре, так. Тайную комнату. Это певка. Аркадия, да, я помню. Миссаре, культист. Вот, бывший культист готовится к битве на Миссаре. Помогите местным жителям. По-моему, что-то еще я видел на Миссаре. Так, это не то. Нет, пока что тогда получается на Миссаре. Смотрим, у нас Миссара, по-моему, вот этот остров. А, я тут и не был. 5 рачку грабанули 4 приезжих из соседних государств. При этом сильно избили одну из сотрудниц, которая умерла, ты вроде двое попали в больницу. А, обалдеть. Обалдеть. Во, людям заняться нечем-то, блин. Понял. Так, тогда пока Миссара давайте отложим. Где мы еще? Я знаю, что на певку надо идти. Можно в Коринфине посмотреть. Тут нужны подсказки. В обществе Гетер. Сражайтесь на арене. Блин, все ведет на певку. Так, можно купить в Коринфии. Давай посмотрим в Коринфии, что у нас за Коринфия. Понял, спасибо, Дырич, спасибо. А то что-то и не в курсе, что-то Миха говорит, там произошло. Вот она. Можно купить подсказку. Как там, подожди. Моим воинам нужно свежее мясо. Некоторые бежали, и теперь нам нужно больше трусливой малаки. Что-то украли наши припасы, скрылись в ночи. Сразу же слышали, что
Стражи, точнее, что те собрались в Коринфию продать припасы на черном рынке. Все попадут, а останемся лишь мы. Черный рынок Коринфения. Дом предводителя. Ух ты, она большая. Да, она очень большая. Это ж какой тут вообще трындец. Вы посмотрите. Нет, стоп. Коринфия, все правильно. Там просто все вот так вот в этих вопросительных знаках. Помоги, спаси, помоги там. Ну, ладно, что у нас? Все равно прохождение, да? Певку и миссарий, да, я знаю, что нам надо. И плюс еще Минотавра где-то надо пойти. Сейчас там какой-то квест. Да, вот по поводу Минотавра. Задание. Как это выглядит? Выполнить все задачи в пещерах. Шкура Дафни. Так, это не вепрь. А, я вчера не вепрь, а эту гиену убивал. Блин, а я под стрим написал, что я вепрь убивал. Там тайминг поставил, ладно. Думаю, люди понятливые. Ошибаются все. Так, певки Фидий. Потайна, вот. А, это тоже певка. Чтобы сразиться с Минотавром, выиграть приз певки, сразитесь. Все, я понял. И в Аркадии слепой царь. В общем, ну, возможно, тут можно, как на сегодня планы у нас... Прибудет газы пускать. Газы пускать. Да и бог с ним. Делаем доставки, Олимпийские игры. А, делаем ставки. В общем, как можно сделать? Можно в Коринфине сейчас найти культиста, который даст некую, наверное, подсказку плюс кусок. Всему есть предел. Вот какие-то задания тут высвечиваются прям вот. И, к примеру, можно пойти в Аркадию, также искать бронзовую птицу, повыполнять какие-то квесты. Ну, предположительно. Газы пускать. Да-да-да. Газовая атака. Мне бы еще вот это интересно выполнить, да, чтобы вот в пещерах там закрыть. А вот эти квесты по карте прям, ну, реально хорошо появляются. Ты только поднял это кусок карты, святилище Ареса. Опасное место. А где оно? Где это святилище-то? Руины, это не то. Они тебе сразу же квесты. Тын-тын-тын-тын. Может, это типа ежедневная... А, вот она, ежедневная. Ну-ка. А, это святилище. Это я в пещеру зайду. Пещера мертвых волков. Угу. Еще главное Ареса. Кто он там у нас, по-моему, бог войны? А, во! Мы вчера спрашивали. Это самое... Может, кто знает, где находится кузница Гефеста? Где-то на Певке? Не могу понять. В общем, кузница там, где я еще и не был. Так, подожди. Пока, короче, эта штука неэффективная. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шипучки.
Ну, друзья, ну это похоже на культистов, как минимум. Я вот сейчас только что-то допер. Тоже вроде в масках. Как со стопора-то непривычно теперь. Ой-ой-ой. Насколько кинжала быстро. На вулкане. Нет, там написали в каком-то заливе. Как-то там, где-то залив, в общем. Я так посмотрел, но я не увидел. Мишаня тоже говорит, где-то вроде сверху. Не помнит, в общем. Там, короче, типа эти, как его, гравировка наносится более серьезная. Ну, то есть не 15, наверное, там процентов, как я привык там, да, а там по 25 может быть. Мне что-то вот это вот удовольствие за этими камнями бегать, ну их. И так соберем, если что, разломаем. Вот эти челики точно в масках были, как культисты, вот они. Ну там, по-моему, сундук. Нет, сундук нам бы отобразился, что мы не взяли. Никаких подсказок нету, да? Сейчас еще здесь наверх сходим. А чё, подожди, наверх. Мне надо, наоборот, по-моему, забираться. Наверх, говорит, сходим. Культист. Так. Как там написано? Выполняй все задания или что-то помогай. Можно купить в Коринфее. Короче, где-то рынок. Подсказка. Типа как вариант у кузнеца, может быть. Ну а где тут еще что покупается? У нас только наш продавец, так это кузнец. Нет, не буду я их трогать. Сидят они и сидят. Можно также предположить, что у каких-то неких вот этих вожаков, там, кто там, волк, гиена, да? Может быть, там что-то мы найдем. А этот типа такой. Чё? Кузнеца правее от царства надежд Варгонова. Сейчас я к вожаку шагану. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно.
Так, 200. Я выполнил ачивку. 200 животных, да, там? Что нам дадут за это? 20 адреналина за убийство внезапной атакой. Неплохо. То есть эту двоечку тогда, по сути, можно вообще будет постоянно жать. И... Кузнец правее от царства надежд в Арголите. Так я на Коринфе. Какой Арголит? Арголит. Арголидия. Че за шифер, да? Так. Подожди. Пещера Кромион. Пойду я, да, полазю по городу. Кузнец правее, подожди. Это в Арголиде. Это вот здесь вот. А, возможно, мне и показаны эти квесты, которые надо выполнять. Вот эти восклицательные знаки, да? Где все находятся. Или какие-то важные сюжетные задачи. Так у тебя там точка обзора открыта. Сокровища. Нет, я имею в виду вот они, наверное, вот эти квесты. Вот. Всему есть предел, типа... Сейчас. Делаем ставки. Чистолюбие. Вот такие надо квесты, мне кажется, выполнять. Быстрее будет. Ниже и правее. Дозор. Вот это Геры. Тут есть культист веселится в обществе Гетер. Продолжите вашу Одиссею. Это, видимо, вот это ты мне говоришь. Как? Подожди, где она? Дозор Гера. А при чем здесь Гетера? Сейчас, ладно, я сейчас здесь побегаю, я понял, спасибо. Но это еще один из, скажем так. Так, у спартанского предводителя тут имеются этот самый... О, Кузнеца Гефеста. как он там называется-то? Не командир, а другой, Иерофант. Мне тут нужен Иерофант. Ух ты, какой ты! А, кузница Гефеста. Ты мне про кузницу, дружище. А я-то сижу тут туплю про культистов. Кузница я понял. Ты глянь, он пришел. Охотник за головами пришел. Поехали, я здесь.
Нам еще один наемник нужен. Не понял. Кузница Гефеста, ты говоришь? Ниже и правее. Агамемнон дворец. Да, я вообще тут и не проходил. А, вот она. Ешь. Искал. Я понял. Все. Разобрались. Она у меня есть, а я ее не видел. Опа. Эксели, легенда. Наемник у нас какой-то легендарный. Так. Но пока что все равно, тем не менее... Чем линк больше, чем. Да, меньше чем, больше чем. Вот это я понимаю. А я что-то искал, какая-то бухта там, пролив какой-то. Что там? Нет, друзья, я не знаю. Топор, конечно, топором. Рубит он мощно. Убийцу он дает, а тяжелого еще плюс 25 урон элитным противникам. И боссом. Может быть, его вместо трезубца Посейдона поставить? Как вы считаете? Что у нас трезубец? Сила крита, воина, дыхание под водой. Ну-ка, давай-ка отсюда. Посейдонь. Потом мы поставим. Надо будет нырять, поставим. А это что за меч? Охотник, нет. Хотелось бы топор, если он дает. Если дыхание под водой, точнее, работает, то значит пассивный эффект должен работать. Урон элитным бойцам и 15 урон убийца. Так, у нас штанишки какие-то, может быть, есть. Убийца, урон от яда. О. Перчи. Ага. Снаряга. Бывает, не приметил. Короче, в Коринфии надо бегать, искать где-то культист. Денис, а сердце кузницы потом мы, я думаю, сходим рано или поздно. Так, да, купить у нас мы можем только у кузнеца. Если там говорится о том, что мы должны купить сведения, то как вариант... У кузнеца, да. Как-то я был в каком-то городе, возможно, в той самой Коринфии. Вот, неподалеку есть сведения о культисте. Я вот только что хотел про этот момент сказать, что... Вот этот момент уже был. Чем могу помочь? Купить. Сведения о культисте. Что они могут подразумевать под этим? Устойчивость к стихиям, воинам. Вот она. Потрепанный флаг Спарта, проданный дезертиром. Есть? Вроде купить надо флаг или что-то такое. Вот, да, только что. Скидка для наемников. Скидка для наемников 3 ранг. Скидка на 50% на улучшение. Я хотел бы кинжала бы улучшить. Это сзади. Урон от кинжалов нет. И поставить свой лук. Где он? Улучшить. Все остальное пока с броней мы повременим. И гравировка. От кинжалов. Вот, вот сюда вот гравировку поставить вторым. Афинским. 1 урона можно поставить. При атаке сзади. О, оружие наносит урон от яда. Вот типа ты хотел, да, от яда. Ставь, да и не парься. Дыхание под водой мы сюда поставим. Все. Дыхание под водой, урон убийцы, урон элитным войскам и нормально. Здесь у нас что? Кинжал идет от клинкового.
От клинков, от кинжалов, от яда убийца. Так, нет, пока не будем. Да благословит тебя Гермес. Вот он, адепт культа. А мне надо пинепал. Короче, сейчас я скажу. Палант, герой Спарта, который сражается в Ахее. Все данные собраны. Пустые слова оставь при себе. Палант служил культу только ради утоления жажды крови. Утешителем его прозвали в качестве извращенной шутки. На поле боя его жертвы кричали от боли, ужаса и приступе безумия перед смертью. А после битвы слышался лишь громкий хохот Паланта. Это Миссара, Певка. Если ослабить обсидианового острова, Сока вступит в морское сражение. Культист веселился в обществе Гетер. Исследуй подсказки, чтобы выяснить личность. Скрываясь в покоях Гетер под видом неряшливого пьяницы в шлеме, куда поместилось бы 2 головы, наш Эр оказался почти смешным. Если бы быть смертоносным, обретаясь в этих покоях, он смог понадобиться очень близко к самым влиятельным политикам. Глупцы, те, кто не слушает нас, почувствуют горло тайный клинок нашего брата. Я не помню, где Гетеры. Я знаю, что у нас матушка туда, по-моему, побежала, когда спасалась. Вообще, мне вчера сказали, ты будешь удивлен, кто будет культист, главой культиста. Если так по маскам смотреть, это мужчина, это женщина, это женщина. Ну, кого меньше всего подозреваю, конечно, это нашу мать. Больше некого. Вот. Пелопоннесский союз. Я нашел 3, по-моему, из 2 по заданию. Сундук с казной в крепости Лакриды содержит подсказку о культисте. Исследуй подсказки. Вот. Лакрида. Так, здесь мы в Коринфине узнали, да? Кто культист? Это где-то в Ахее. В Ахею я пока не могу идти. Кефалиния. Долина Пегаса. Так, еще раз. Куда нам там? Лакрида. Лакрида. Вот она, Лакрида. Я тоже не знаю, кто глава, но может быть наш виноградный друг. Да я вообще про него уже забыл. Я так скажу. Нет, типа, человек сказал, что кого ты меньше всего подозреваешь. Я говорю, ну, наверное, Николауса. Он такой, нет. Я говорю, ну, наверное, Икара. А кого еще меньше всего подозреваю? Пифагора, может быть. Узнаем. Так, тут важно нам... Как там написано? Сундук с казной в крепости Лакрида содержит подсказку о культисте. Значит, у нас военная крепость Ксеркса или холмы. Лакрида небольшая. Я думаю, это орел. По-любому орел. Миха, я думаю так. Я тоже так думаю. Полюбас это орелик. Хотя орел, он как он, друг Пифагора. Будет пройти эту часть до конца. Сейчас, друзья, 2 минутки сделаем. Там пойду я свою встречу, приехала. И продолжим, я вернусь. Миха в своем жанре меньше, чем Линк больше.
Не, ну а кого меньше всего можно подозревать? Николауса, сына Николауса. Может быть. Но это тоже подозрение. Сестра, понятно, что там у нее мозги поплыли. Мне кажется, мать. А этот с виноградниками, который ты говоришь, который нас вырастил, да? Наш виноградный друг. Но в самом начале кто нас вырастил. Слушай, а может быть, как вариант, если сестру растила это самое, одна из культистов, Баба Яга эта, она, в принципе, всех детей там воровала, то у нас тоже, может быть, культист воспитал. А мы его найдем. А мать это наша глава культа. Ну, к примеру, тут. Короче, я сейчас всех буду подозревать, блин, во всем. Сейчас, ребят, минуточку. Сейчас, ребятки, продолжим. Так, Миха в своем репертуаре. Так, у нас с казной. Опа, я не успел начать, как тут уже сразу замесы, что-то какие-то небольшие подлагивания. Все, картинку отпустила, поехали. Да выйди ты из кустов-то, братан. Вот, что нам дадут за наемника? Гравировку? Разблокирована гравировка 16 адреналина за удар. Ну, кстати, неплохо смотрится. Адреналину за удар.
В общем-то, в Лакриде, да, я сейчас попытаюсь узнать о культисте. В Лакриде есть некая крепость. Это либо где-то здесь, либо вот эта крепость. Где мы в сундуке можем узнать подсказку о культисте. А вот про этого виноградника-то я даже и ни к чему. Ну, как, кстати, вариант, да. Он может быть неким культистом по поводу воспитания. Типа влился нам в доверие, там, туда-сюда, там. Погода, да, сегодня хорошая какая? Солнышко прям я вышел. Ты заметил, нам почистили остановки теперь. Когда это самое надо чистить, их было никого. Как только солнышко выглянуло, у нас сразу все чистят. Что-то бегал на стадионе Найду ППЦ, укрытие. холодно, быстро 1 километр пробежал и все. Мишань, за меня хоть еще полкилометра пробеги, пожалуйста. Я только в мыслях бегаю. Почему-то. Да не, ну вот как бы правда, я вот не знаю, ребята, вот стримерство, это же такое, как это сказать, бремя, путь к успеху, если он будет, конечно, успех. Это ты засыпаешь, думаешь, что там, как там, чего там, как лучше там, как где-то что-то, может, упустил. Блин, засыпаешь, просыпаешь такими мыслями, тут стримски, думаешь, надо подрубить. Как бы, чтобы позитивненько немного было, так, уютно. Стрим прошел, какие-то дела сделал. Потом видосик обрабатываешь. Видосик обработал, все, спать. Уже не до этого. Я к тому, что побегать в мыслях только бегаю. Да хорошо, ты как-то... Ой-ой-ой, мы, по-моему, горим, братан. Ничего не хочу сказать, но мы горим. Да-да-да. Слушай, ну вот по мне, я думаю, что тут луки топ. По большей части в плане оружия, там урона. Уйдет. Еще кто-то, что ли? Ага. Плохи, говорит, дела, идет. Сейчас мы доберемся до сокровищ. Стабильность региона, козий сыр. Блин, а вот эта записная книжка была похожа на подсказку о культе. Хотя я еще ни одной сокровищницы не собрал. Да ну и так 2 дня меня крутило. Два дня тебя крутило. Не мог выбраться, побегать? Да, если уж начал, то как бы лучше продолжать опять же. Не останавливаться. Остановишься, потом вообще лень такая. Так, теперь полет.
орла. Ну? Ага. Опа. Ксения рыбак, короче, какой-то на меня вышел. Непонятное состояние, суставы болели, голова. Похоже, интоксикацию организма. Ну, смотри, у нас то же самое было. Кто-то готов поплатиться! Зачем столько мучений? Сдавайся! Еще держишься? Не бойся. Откуда он? Откуда он прибежал? Блин, ну так хорошо все было. Вылетел с топором. Но я уже сейчас думал, я постреляю, хилку наберу. Отхилюсь. Не, с топорищем, короче, ворвался. Как всегда. Как всегда, типа, с первого раза не получается. Не, бывает. Ну, крепость реально здорова. Предводитель. Вот он, вот он, вот он. Выводим их наружу.
Там еще один движется. Так даже веселее. Странно, что ты еще предлагаешь. Это мне с лука так прилетело? Или с копья? С копья. Даже боги поразились бы твоей стойкости. Да блин. Есть. Интересно, они вообще заканчиваются? Еще 40 наемников убить. Вот он прыгун, который заруинил мне первый поход. Все, я понял. Опа! Это по-любому Настя, а Катя ее помощница. Блин, я просто, я не могу. Их с поезда. Я понял, кто вожак. Я начинаю течь с этих наемников. Они заколебали. По-любому Настя. Не зря Михаил говорил в игре. Точно, культисты, да? Из Экзодуса пришли. Не, надо, походу, ребят, откупиться. Это уже не смешно. Я так буду тут до посинения. Тут наверняка есть охрана. Да, понятное дело, охрана. Мне надо эту крепость как-то попробовать взять. Некий откуп нам даст какое-то время. Змеиный посох. Так, стабильность упала. Отходим, значит. Сохраняемся. Еще сколько там ложим? Парочку. Отходим, сохраняемся, потом защищаем. Вы видите, у меня эти таланты пропали. Как так? Это может какой-то некий глюк?
А чё с талантами-то, серьезно? Пропали? Как так-то? Украли? Ты спас Кассандру? Нет, еще. Я еще не доходил, Егор, до Кассандра. Спасем, куда она денется-то? Я сейчас пока про культиста узнал. Потом еще про одного узнаем культиста. Вот, пытаюсь сейчас на данном острове в какой-то сокровищнице разузнать еще про культ. У меня нету талантов, серьезно? Как так-то? Стой. Я что такое мог нажать, что ли? Ничего не понимаю. Попробуем загрузиться, может, таланты появятся. Вся эта штука пропала. Единичка, двойка. Оружие в руках есть, кроме лука. Не, кинжалы есть. А, кроме лука. Ну-ка. Может, оружие куда-то делось? Нет, кинжала у меня, все нормально. Тут он еще змеиный посох нашел. Вот способности, они пустые. Тут, если стоят, то тут пустые. Тогда странно. Что это за баг-то? Ну, это серьезно какой-то баг. Так, как тут потом? Сейчас я попробую сбросить. Что там у меня было? Палмхилка. На 4. Может, я что-то такое, какую-то комбинацию нажал, сброс. Так, двоечка. Единичка. Так, ну ту я дальнюю пока не буду качать. Потом по ядам 3. Тут, видимо, какое-то переключение есть. Тьфу, ё-моё. Какое-то было переключение. Так, вот это я не хотел кольцо, говорю. Подавляющий выстрел. Парализующих стрел. Приручить животное. Давай парализующих стрел возьмем. Так, снаряжение.
е. Отравленные стрелы, горящие стрелы, простые стрелы. Ничего себе. Больше урона также может оглушить цель. Пропитанный ядом отравить и ослабить ее. Тонкие лоскутные льняной ткани. Поджечь стрелу. А когда ты Кассандру спасешь? Пока не знаю. Пока есть задание. Кассандра так с культистами связана. Представляете? Стрела. Лишь бы не заметили. А я лук там, типа, надо что-то и это. Так, капитан, капитан. Ага. У меня тут опасно. Вещи. Ты капитан или кто? Куда-то клинок ему там всадил. О. Так, а если я орла? А, ну вот они охраняют. Ох, если я сейчас начну бой, тут трындец еще будет твориться. Все так красиво и красиво. Так, там еще капитан. Там товарищ. Ну ты глянь, опять этот прибежал. А? Что? Кинжал. Можете посходить выкупиться. Вихрь лезвий. Пошли. Пошли, вихрь. Да, орел. Тихо. Я типа присесть в инвиз, а у меня орел сразу взлетает. Так.
Пояс. А что это там? Подожди, это не пояс, это было... Убийца тяжелого клинкового. Это убийца оружия тяжелого, длительность горения. Как-то странно. Ладно, пускай будет. Так, что там по сапогам? Сапоги нет, такие мне не нужны. Нас там еще кто-то разнюхал. Ну-ка, давай-ка. Что там подобрать? Да нет, это не то. Да как его бить? Проклятый огонь! Да я вообще удивляюсь, как ты вляпался-то? Так, пока все в целом неплохо, но нам конкретно нужны с вами сокровища. Надеюсь, что в сокровищах вот этих будут как раз таки подсказки. Что мне там опять пришло? А? Это ты шалишь, да? Монетка, монетка. Оп. Вот как это... Обидно, что это не та крепость. Хотя, я думаю, у Лакриди-то она одна из них. Местность-то вроде небольшая. Тоже не то. Да куда ты? Просто ударь, вот. Сбивай огонь! А я что говорил? Проклятый огонь! Ага, бомбит, да, я согласен, брат. Прячься, прячься, прячься. Пошел. Хорошо. Вот, печать спартанского. Кстати, мы выполнили, значит, получается еще квест, помимо сведений. Полимарха, там печати спартанские.
Так, еще один капитан, 3 сокровища. Припасы, ладно, сокровища, главное. Сведения. Да где этот сундук-то? Так, все, ловушка есть. Да что? Ты с киской, что ли? Я не пойму, что со стрелами. Что с моими стрелами? Она их как-то, короче, отражала, что ли? Проблематичные. Кто там нас опять увидел? Вот, сундук. Где может быть тут сундук? О. Тоже не то. Братан, слезь. Спасибо. Чё? Так, подожди, культисты. Общество Гетер надо вспомнить. Вот, сундук с казной в крепости Лакрида содержит подсказку о оккультисте. Сундук с казной. У нас Лакрида — это наемник. Откупиться. Все. Сундук с казной. Почему-то я подумал крепость. Но только тут в сундуке. Вот он, разграбить сундук с казной. Точняк, все, нашли, друзья. То есть мы были правы, да? Так, у нас еще остался капитан, да? Подожди-то.
Капитаны припаса. Я в огне! Все в огне! Да как же ты так жгешь-то? Пойдем, Кэпо. Я вернулся. А? Добро пожаловать. В хорошей форме. Какой-то квест. Капитан, ты? Ты последний остался. Супер. Все, военная крепость зачищена. Когда? Да не знаю когда. Когда надо, наверное, когда поведет по квесту. Там скажут. Пока культистов еще. Смотри. Так, что мы там нашли? Вот. Член остров Абанта Скиллакс. Член культа 45-й. Сейчас мы узнаем, кто это. Выбирая союзников, нужно помнить о последствиях. Огромным состоянием подкупил слабых лидеров Пелопоннесского союза. Вот. А на службу он молвил. Щедрый правитель Абанта. Теперь нам надо сдать квест на Афинянина. По-моему, какой-то там брали. Так, Мирин не то. Контракт, он просто оказался, вот, есть, Лакрида. Какой-то некий контракт. Выполнили. Пойдем сдавать. Потом 3 печати полимарха надо сдать. Ну, этого спартанского. Пока что торопиться Кассандру спасать, я не знаю, смысла не вижу. В том плане, что пока продуктивно и так все идет. Квест там, квест тут. Культисты ищутся потихонечку. Дойдем мы рано или поздно. Не сегодня, так в следующем стриме. У нас еще сегодня будет ого-го идти. Ну, часа 2 как минимум. А может и до Кассандры доберемся. Тебе что-то нужно? В боевой раскраске. Солдаты смотрели, как я бегаю. Их крики я стерпела. Но затем командир усомнился в моем мастерстве. В чем дело? В чем дело? Я бросила ему вызов, и он не смог обогнать девку. Вот в чем дело. Теперь его люди не дают мне проходу. Кто-то хочет состязаться, а кто-то убить меня. Хочешь, чтобы я вонзил свой меч в его череп? Да. Пусть полководец умрет. Ты не знаешь? Я обо всем позаботился. Плати. Плати. Вот твоя заслуженная награда. Спасибо. Присоединяйся к моей команде. У тебя есть сила, талант. По кораблю бегать будем быстро. В моей команде нужны такие люди. Что скажешь? Не терпится отправиться в путь. Ну и все. Ты глянь, сколько там, наемников-то. Они появляются и появляются.
Мощности огня при использовании стрел. А у меня мощности огня при использовании стрел. То есть она неплоха. Харрис. 15 вот, да. Так, нагрудник, я понял. Так, подштанники. Война адреналину афинским солдатам. Длительность горения адреналину воина. Война. Что тут все война-то? Война, да война. Ну, вот, охотник хотя бы был. Охотника длительность отравления 15 урона от мечей. Шансу крит удара при полном здоровье. Кстати, неплох шлем. Дает 5 урона общего показателю к шансу крит удара при полном здоровье. А если сюда еще одеть какой-нибудь урон, гравировку, к примеру, убийцы, то в целом он будет даже где-то поинтересней. Убийца к шансу крит удара, удар воина. У меня пока лук-то, по-моему, мой неплох. Вот, печати, золотые печати, это тоже сейчас надо сдать квест. Ботинки нет. Далее смотрим, где там. Далее задание. Греция, один квест где-то в пещерах остался выполнить. Так, шкура, это я понял, это охота. Комната, это вот еще один из этих Фидий, кто убил Фидий, короче, скульптора, еще один из культистов. Слепой царь. И вот он. Демосферу можно найти в Атике, в центре Больших Афин. Отнеси ему вот эти спартанские печати. Как раз таки вот она. Стой, где Атика-то? Понял. Что-то я туплю, это Аркадия. Не понял. Атика, точно. Ну, бывает. О, 3 часика. В хорошей форме, задание выполнено. Мудрая богиня. Когда выполнено? Печати у тебя? Да. Да, печати у меня. Я покажу этим глупцам собрание. Мы преуспеем. Не хочешь избавиться от парочки полимархов? Давай. С удовольствием. Ты умелый боец. Ты сомневался в этом? Надеялся. Это был риск нанять тебя. Вся наша жизнь — риск. По-видимому, я рискую чаще, чем другие полководцы. Кто не рискует, тот не побеждает. Именно. Почему наемник понимает это, а величайшие полководцы нет? Даже не знаю, радоваться или обижаться. Спартанцы ищут наши каналы поставок. Посылают лазутчиков. Этого нельзя допустить. А, тут типа выбор Афина или Спарта. Убить больше командиров. Оставить гоплитов без лидеров. Они дрогнут. Ты уверен? Спартанцы — грозные бойцы. Бойцы... Мы ж типа за Спарту. Бойцы? Нет. Они похожи на зверей. Заставь их думать головой, и они потеряют почву под ногами. Принеси мне печати командиров. Посмотрим, что скажут наши полководцы. Я убью их.
Чем скорее, тем лучше. Короче, можно забить на этот квест. Ну, типа, это немножко неправильно. Убийца, устойчивость в ближнем бою, урон, попадание, урон в голову. Хотя неплохие штанцы-то, друзья. Урон убийца. Так, культисты, давайте посмотрим по культистам. Ахея я точно еще не дойду. Здесь веселиться в обществе Гетер. Где у нас Гетера? Сражайтесь на арене. Так. Щедрый правитель острова Абанта Скиллс пожертвовал своим богатством. Так, изыском коллекцию вина на нужды нашей военной компании Лакриди. Отныне жители Лакриди наши союзники. Так, а где ты есть-то? Где нам его искать-то, этого культиста? Один точно вот он. Школа сильных ударов. А, вот он. Храм Посейдона. Что-то многовато, да, сегодня прям такая движуха. Культиста. Надо пойти этого кабана завалить. Что это за мудрый воин? А, спартанских полимархов, точно, да. То есть культист Спарты, спартанец, что ли? Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Ну, получается, что так. Получается, что этот культист и есть спартанец. Застрял. Ну, как так-то? Братан, посади. Это не совсем, кстати, справедливо. Короче, вот эта вот обезьяна, она отбивает стрелы, я не знаю как. Я про киску. Но это еще не конец тому. Нас поджидает. А, да.
Ты культист. Да, ты культист. Хоть что-то хорошее сделал. Фу. Чего там покурить? Осуждаю. Да, и открывается подсказка, кстати, к следующему культисту. Да отстань ты. Бегает за мной. Мать, отвали. Я ж вас не трогаю. Бегать что-то ей там подышать. Преследует меня. И чё, сожгите боеприпасы еще одни, да? Где их тут найти-то? Вон они. Нет. Не, вот. А вот, типа, да, и спартанцы. Культисты. И вот кому верить, типа, Спарте, Афининам. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. И там есть, да, эти сморчки. Оккультисты. Так, давай проверим. Нашли мы его. Пелопоннесский союз. С помощью Аспасии Алексису удалось расшифровать свиток. Ему открылась невероятная правда. Один из царей Спарты был членом культа. А чё лицо-то не показали? К сожалению. Тут кого-то еще побил. Спартанский герой. К шансу крита. Воина. Охотник падает по полной, да? Тут что у нас? В режиме ярость. Я комплект, что ли, получил? Да, комплект дали. Выполнил, видимо, квест, дали комплект. Ну тут все подвойно. Урон от способности воина. Урон афинским солдатам. Спартанский герой. Убийцы животным скорости передвижения. А тут криты, короче, при полном, при низком. Так, тем не менее, 4-й кусок. Поехали дальше. Смирин. Смирин подождет. В Аркадии. Бронзовая птица в Аркадии. Где-то у нас Аркадия. Смерть на логе. Вот она, Аркадия. Друзья, ну что ж. Где-то тут бронзовая птица. Это все Аркадия. Пошли искать. Типа, тем не менее, там повыполнять тоже квесты, поднять пару уровней. Как раз доберемся до этих культистов хотя бы по рангу немного. Да, выбрал самое высокое место, вон туда вот. Может, там она.
Ну давай. Что-то подлагнуло, видать. Давай, вперед. Там сынулька делает уроки или он сидит скачивает что-то? Сынулька играет. А почему сынулька играет, а не уроки делает? Буду осторожен. А? Сейчас узнаем. Слушай, смотри, они в масках. Нет! Да нет! Да я ж прыгал, ты чё, брат-то? Встал в эти кирпичи, стоит, наблюдает. Чё за фигня-то? Нажимаю пробел, стоит, нажимаю пробел, стоит. Думаю, ну ладно, надо драться. У тебя бог бомбочкой, короче, и нету. Да, а вы интересные пацаны это. Совсем ребята. Ага. А главное, залипательные. Ну что, поехали. Подождать не можешь своим этим, Кать, жужжанием? Да, конечно. Зз. Так, а это у нас волк, да? Появился теперь новый. Там их раз, два. Там всего 3 бойца, ребят. Плюс волк. А, одолеть не могу. Давайте, да, 2 минутки сейчас сделаем. Я пойду это самое с уроками что там узнаю. Сидит, играет, говорит. Я это не воспринимаю. Типа сначала уроки, а потом что угодно делай. Ого. Мне только пришло оповещение, что на мой... Ага. Па-пара-па-пара. Сейчас, ребят, с вашего позволения, да, 2 минутки. Портупею бери с собой меньше, чем Линк больше, чем.
Портупею бери с собой. Я вернулся, когда... Чего? Какой портупея? Я не знаю, что такое. Не, я слышал, что это. Я, как всегда, в своем репертуаре, ну, естественно. Здесь меня могут заметить. Так, мне надо найти одну птицу. Осталось. Для сдачи квеста. Волк, ты меня не видишь. Иди отсюда. Иди, говорю, отсюда. Вот такой этот. А волк-то оказался за меня. Ага, я понял. О! Армейский широкий кожаный ремень. А, тут я не служил, откуда я знать-то должен? Отмазался. Брат, она тебя сейчас взорвет, брат. Прямо по лбу. Куда мой лут? Убей вождя клана. А зачем? А, клёхи за уроками. Да не, сидит, играет, хмырь. Говорит, что уроки не делаешь? Да правильно, а что поел ему, ничего уже не надо, поплыл. Древние таблички, 4 штуки. 4 штуки, друзья. Ну, типа, я к нему немного в этом плане строг, как бы. Сделай уроки и все, и гуляй. От тебя как бы больше ничего не требуется. Играй, гуляй там, занимайся. Причем как бы в этом-то тоже, ну, помогаем. Да, я помню отечественный СССР ремень с такой, как она там, бляха считалась, да, называется, начищенная звезда. Было дело, было. Бронзовая птица в Аркадии. Вообще, больше никаких подсказок. Просто в Аркадии бронзовая птица. Придется немного повозиться. Тише, тише. Ребят, вы не против, если я, может быть, пособираю? Нет, не будем у спартанцев. Не хочу этот квест брать. А то мы пытаемся жителями Спарты стать и убиваем всех спартанцев. Нет, не то. Пойдем теперь туда. Слушай, а может быть он как-то в виде квеста будет отображаться? Ну, не отображается. Аркадия, тут долина Артемия. Тут реально есть где разгуляться. Пропавший конь Одиссея. Давай. Что это такое пропавший конь Одиссея? Ну-ка, стой. А вот это Афиняне. Афиняне. Это локация такая.
Ой-ой-ой. Хвост. Аркадия, ужасные времена настали, а ведь когда-то мы выращивали самых быстрых лошадей. Отправляйтесь на ипподром в лесу Сарон. Ты найдешь меня на столе рядом с игрушечными лошадками. На последнее напоминание о былой славе. Я у тебя в долгу. Снег! Есть контакт. Так, пропавший конь Одиссея. Теперь можно сюда, сюда. Подожди. Вперед! Еще один лагерь. Вот, тут это волки. Лагерь тоже не то. Лагерь тоже не то. Сюда. Это у нас... Это все Аркадий считается, да, еще до сих пор. О, может, кстати, на горе бронзовая птица. Давай. Тихо. Тихо, тут Михалыч. Чё себе Михалыч-то? Меня Михалыч убил. Я не понимаю, как он дерется. На задние лапы встал, а потом что-то куда-то шагнул, меня прибил лапой. Спасибо Михалычу. Да стой! Стой! Заметят, мне не сдобровать. Какой-то, блин, Юрки Михалыч-то. Во-во-во. Толкается. Бейте вожака. А он спал. Так, вот ребята там дерутся, а он спит тут. Эх, вожак. Так, бронзовая птица, птица сюда. Тут мы ничего с вами не увидим. Так. Филипп. Да подожди, подожди. Убейте предводительницу охотниц. Да что ж такое-то? Я аж только пришел.
Вот, у них звери дерутся, а у меня Филипп сразу бежать. Понял? А где тут могут быть сокровища? Первые. Тут, похоже, тоже какой-то контракт надо брать. Тут все леса предводительницы заняты. Так, а где я был-то? Это они в логово пошли. Кто там? А? Олень. Олень, олень, олень. Так, давай смотрим. Тут у нас некие сокровища должны быть в этих лесах. Где тут сокровища? Забери сокровищницу. Там у меня Филипп катается. Непонятно. Ладно. Значит, здесь бронзовую птицу точно никак, да, не найти нам. Охотничье угодье. Так, Аркадия. Границы вижу. Тогда только сюда. Золотые поля, может быть. Старое пламя говорит так, это не то. Пойдем отсюда. Птица, 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 птица. Кто-то говорил, что это дерево. Не, может, так оно и есть. Элла! Да в дереве просто встрял.
Это интересно. Чего? Пещера безумия? Какая-то странная пещера. Убейте вождя клана, забери сокровищницу. В количестве 3 штук. А где ваш вожак спит? Понимаю. Еще дальше. Кто там? А не хотите, говорит, вам видео съездить? Что-то там акция. Блин, адреналина не хватает. Еще глубже зайти. Ну, хорош. Ну и да, на закусочку у нас вожак собственной персоной. А это не он был. А ты в кого ассист взял? Задание рядом. Отслеживать задание. Пещера безумия. А птичку-то где мне найти? Там еще кто-то спит. Не подметил.
Так, ну это хорошо, то, что хотя бы выбраться отсюда как-то можно. Да, ты какой-то интересный. Не полезу, я буду плавать. А, вернитесь к Кире, что в Факиде. О, ну и нафиг, выбрались мы отсюда. Убейте хищников. Поросенок не хищник. Он защищает свою территорию. Волк, ну осади. Да ты завязывай. Что такое? Пойдем отсюда. Тихо, в лесу. Короче, надо убежать отсюда. А то ТПшницу не дает. Сейчас вернемся, будем дальше отыскивать. Вернитесь, говорит, к Кире. Казалось бы, на Киру-то все квесты выполнили. Раз-то убили кого-то вообще на другом каком-то острове. А это, оказывается, квест. О, дядь кузнец. Здравствуйте. Приветствую. Денег у меня не очень много. Но можно что-то продать, наверное. Убийца урона охотника, не. Убийца яда, нет. Шанс крит удара, урон убийца, 10 урон воина. Да не. Хотя, с другой стороны, можно стрелами ядовитыми пользоваться, да, там, к примеру, урон от яда. Или любую гравировку поставить, чтобы пассивно бил ядом. Шанс отразить. Так, вот это продаем. Во, набрал-то. Так, воина убийцы нет. Сдаем. Сорок 44-й. Так, этот. Представляете, 70 тысяч у меня прям рекорд по игровому накоплению средств. Ну типа, сори, да.
Надо будет все это сдать. Так. Улучшить. Улучшить. Кинжалы, видимо, я не смогу те улучшить, которые на мне здесь. Топор улучшим. Трезубец. Нет. Давай пока вот эти. Что там на мне еще? Так, это воины. Это у нас воины сила крита. Ну, тут убийцу надо дальше. Убийца 14, убийца 15. Короче. Доспех змеи дальше свой таскаем. Где мой еще доспех змеи? Мне вот только перчатки здесь понравились. Перчатки, сапоги такие неплохие. А, нехватка ресурсов. Давай купим. Так, а где? Подожди. А, шлем. Хорошего дня. Да, и тебе. Герои Греции. Ну, в принципе, да. Где он там, герой Греции? Это неплохо. Ко всем видам устойчивости. Только подвойно. Так, здесь можно гравировку какую-то поменять. Здесь это все разбираем. Что-то от ресы брать. Хотя, с другой стороны, это можно продать. Так, самых быстрых лошадей на ипподром. Ладно, это потом. Это потом мы, если надо будет, найдем. Стрелы есть, лук есть. Теперь посмотреть по гравировкам. Кинжала. У меня 6% урона от кинжала. Сила крита. Можно общий поставить 2%. Дыхание под водой. Губительный выстрел. Выстрел хищника. Пинок. 40 при атаке сзади. Да нет. Крит удар при использовании удар героя. Кстати, да, вот это прикольная штука. Кинжал пока я вообще не вижу, что можно поменять. Здесь дыхание под водой. Все, пускай оно будет. Да куда ты? А лук? Лук. Нет, вот он, лук. 3 к шансу крит удара. 4 к шансу крит удара можно. Качнул. Качнул так качнул. От яда стоит, да? Убительный выстрел. к урону и 100% здоровья тоже не то, да? Что у нас по шапке?
6% урон от кинжала. Сила крита. Общий урон. 15% урона способности воина. Блин, это такая татуха, прям, ну вообще. Опять сила крита. Пойдет. Тут только на процент можем поменять. Есть урон от крит удара при низком уровне здоровья. Тут 4% шанс на крит удар. Опять же общий показатель всего урона. Ну давай шанс, ладно. Пропаем. Мощности стихии можно тут увеличить. $25. И 20 урон от яда. Непонятно. Ну хотя ладно, понятно. И минус 50 ко всем видам устойчивости поставил и пошел. О, тут тоже на 25. Также можем поставить 4 к шансу крита, либо мощность. Давай мощность стихии. С другой стороны, у меня и так уже мощность стихии вообще куда только я не ставлю. Во все. От огня урон солдатам 10-20. Так. От копий. Пригнувшись. Ботинки, да, должны быть пригнувшись. Так, давай, наверное, все-таки я не 25 мощность стихии, а тоже к шансу на крит удар. У нас, по сути, получается так, что 30 урон отравления, урон от яда. Здесь скорость передвижения, длительность отравления. Тут получается вот к мощности стихий. Тут к шансу крит удара. Ну, типа 4% к шансу крит удара или 25 к мощности стихии. Че я вот тоже дурака валяю на самом деле. К мощности стихии оно попрофитнее будет. Ну ладно. Хорошего тебе дня. Хорошо, вернулся комплект. Змеиный, теперь посмотрим, что там по кораблю. Выносливости гребцов пойдет. Ох ты. Тут чувство, когда теперь табличек полно, а всего остального не хватает. А нехватка именно дерева. О. Ну, дерево, камни я имею в виду. А, подошел квест типа сдал. Нормально. Подошел, деньги забрал. Я там это выполнил, да? Деньги забрал, ты спи. Спи дальше. Какое-то место непонятное. Пойду бронзовую птицу искать. Ну, а что делать? Хочу сделать эту птицу, сдать уже. Потом со зверьми разобраться, чтобы так все было интересно. Где эта птица? Намеки на дерево. Там, мне кажется, если раз в ухо прилетит, ты уже не встанешь. А эти, короче, колотят у них, смотри, из ушей все. Там зубов уже нету. Ай, бам-бам-бам. Хорош. Это ж типа все равно выдумки, да, друзья?
птица, птица счастья завтрашнего дня. Да? Грот. Слушай, ну нет, я, наверное, не думаю, что хорошо бегать по пещерам. Там точно птицы нету. Это, наверное, некий заказ опять бандитов. Да. Может, вот эти подсказки? Искать вот такие? Нет, ну тут я был. Ой-то Кассандра там вся сгорела. Кто там играл за Кассандру? Она там полыхает. Так. А еще, может быть, какие-то тут подсказки есть? Вот она. Вот она, птица. Все, ребята, мы нашли. Я не знаю, кто там это нарисовал, но это прям реально нам подсказали. Вот она, птица. О как. А я бы сейчас еще завтра целый стрим бы гонял бы птицу. Амир, здравствуй, привет всем. Для героя Греции вроде 5 наемников нужно убить. А, ты... Сейчас, секундочку. У меня радость, я птицу нашел. Я, блин, бегаю тут 40 минут, страдаю. Она вот она. Подсказки ребята оставляют, фоткаются, точнее. И вот она, тебе птица бронза. Герой Греции? Нет, у меня там этих сеты, по-моему, уже есть какие-то собранные. По-моему, спартанский герой точно. А герой Греции 5 наемников, ты говоришь, сейчас посмотрим. Мне пират тут понравился, видишь, от способности убийцы и мощность. Но я не знаю, как этого пирата собирать. Да, герой Греции тут есть, венок есть. Спартанский герой. Странник севера. Но вот туловища нету. Акил тоже неплохой, процент здоровья переходит. Штанов нету. Но ботинки, наверное, есть. Да, ботинки есть. Вот этот мне понравился. Вот Блин, да куда-то? Где она? Вот этот собрать. От способности убийцы. Не всякие сомнения золота на этих рукавицах удачного грабежа. Тут и криты, типа, и убийцы, их мощности стихии, но прям... посмотреть это, видимо, надо в задании. Я уже так-то немножко понимаю, что тут. Ну вот, типа... Делойский союз и Пелопонесский союз. Пелопонесский — это оттащите культистов. Всех членов Пелопонесского союза убейте их. Они типа в культ этого космоса входят. Вот ни один остался. И оттащите всех членов Делосского союза. И убейте их. И тут тоже... Ну, это получается за финский какой-то договор. Дают сет. Отыщите всех героев культа и убейте их. Эгейского какого-то. Почитателя родословно. Сейчас я посмотрю, а где у меня один? Вот этот, наверное, богов Эгейского моря. И убейте их. Возможно, вот это про пиратов говорится комплект. У меня как раз только одни пирата. Вот они от способности убийцы. Я думаю, прям вообще бомба будет. Так, ну что ж. Да, это. Дошло, как искать всяких птиц. А это же ни к чему.
Я также Посейдона, ну, нет, в целом-то я разобрался, где там север-юг, меж каких островов. Но видишь, как там фотографии, бах, там статуя Посейдона, там где трезубец искать. Теперь тут и эта птица. Вроде как в виде дерева. Скакали. Да, Мир, привет, добро пожаловать там. Располагайся, приятного просмотра. Сейчас попикселит тут в траве. Давай, мы его обгоним. Мы сейчас ему еще по щиту надаем. Привет. А по поводу пирата, там, да, я культиста одного на море убивал. А там, видимо, их надо всех переловить, вот этих, кто по морям плавает. 50 урона способности. Ничего себе. Ты этим кортиком будешь там кидать, ты, мне кажется, до посинения этим. Убийца. Это Артемида, видимо, сейчас даст какой-то комплект, когда убьют там... сколько там еще, по-моему, двух зверей? Да, даст какой-то некий, наверное, комплект на охотника. Будем неплохо охотиться. Ну и так далее. Ладно, ребятки, скоро мы добьем эту серию. Главное, чтобы интересность была. Пройти ее и так далее. И до Вальгаллы доберемся. А там уж, глядите, еще к концу года еще новый Ассасин выйдет. Что там, Шадов как-то я говорил в тот раз? Давай. Будем смотреть. Представляешь, птица, сколько я тебя искал. Елы-палы. И туда скакал, и сюда скакал. Да, призовите Икара. Икар, да ты хорош. Если бы ты мне самой середины Аркадия бы показал, что она тут. Вот как интересно отметку ставит персонажа. То есть это игроки ведь ставят? Или это просто так, как некая подсказка, чтобы время не теряли? Геракл перебил каких-то птиц. Смотри, на нее доспех сковали. На это дерево, видимо. Или это какие-то птицы были? И Филипп мой там где-то танцует. Вместо около об Аркадии огромная птица взирает на Стефал, поставленный здесь в честь победы Геракла, которого что-то Геракла короткого мига, когда порядок восторжествовал над хаосом, под ее присмотром лучшие из нас всегда смогут одолеть зло. Я понял. Есть. Птичка. Птичка есть. Так, брат, вернись. Где-то ты у меня. Вот он. Вас бы тут запомнить. Местонахождение, блин. Я узнаю твои шаги. Сын Ареса, да? Хочешь послушать о птице?
Могу рассказать. Это отрада для меня. Ну вот это, по-моему, обман. Давай, правду скажешь. Изготовлена из клинков павших солдат. Она высится над Стимфалом, над золотыми полями. Стоя там, так легко забыть о войне. Значит, все так, как я слышал. Птица — символ борьбы Геракла против хаоса и стоит там, где царит покой. Надеюсь, мир будет также давлеть над хаосом. Итак, я побывал в 5 местах, о которых рассказывал Фемистокл. За это я буду вечно тебе благодарен. А вот моя история. Фемистокл умер в Персии и не был там чужаком. Я обещал, что увижу места из его рассказов. Они живут во мне. А теперь... Может, это вот эта глава «Культ космоса»? Твоя история. Я заставил всех поверить, что покушение было успешным, и сбежал. Артаксеркс, я должен сказать тебе еще кое-что. Что? Твой отец убил моего деда. Царь Спарты Леонид был моим дедом. То есть? Твой отец, царь Ксеркс, убил моего деда. Тогда ты должен отомстить за него. Артаксеркс, лжецарь, Мистий привел меня к тебе. И я закончу то, что начал. Персидский солдат, да тихо ты. Прошу. Держись за мной. Умри! Артаксеркс, ты ранен? Хоть ты и мог отомстить за Леонида, но спас меня. Спасибо. Не мог. Он хотел тебя убить. Наверное, это был очередной наемник. Верно. И теперь брат отправит за мной кого-то еще. Потом кого-то еще. Пора мне принять свою судьбу. Будь храбрым. Ты человек, Артаксеркс. Этому меня научил Фемистокл. Что ж, теперь твоя награда. Ну, я спас тебе жизнь, царь. А еще объехал ради тебя всю Грецию. Точно. И в твоих рассказах я слышал речь самого Фемистокла. В гробнице на Саламине, где он спрятал сокровища, ты найдешь награду. Гробница возле того места, где он разгромил моего отца. Вот так вот. Внуки встретились, короче. А чё, какой смысл мстить ему, да? Ну, если так логически подумать. Ну, была война некая, ну сейчас-то чего? Надо же в мире жить-то. Слушай, ну, может быть, он правда на самом деле культист, ну, а смысл ему? Сокровища Фемистокла в Саламине. Интересно, что же там? Да сейчас узнаем. Сейчас я сохранюсь, он тому накидаем еще. Охотничек. Мне Вся проблема в том, что он тоже с кинжалами. Кто кого закинжалит. тебе не победить. Да вы со своими вертуханами уже одолели. Крутит он вертушку тут мне. Ага. Все нормально. Так, какие-то сокровища, да? На Соломее. Ты не где-то, не сверху?
Сокровище находится на острове Саламин. Где Саламин? Саламин. Что-то нос чешется. За пивом. Когда муж пошел за пивом, ца-ца. Саламин. Самос. А, вот Посейдону здесь вот. Да подожди. Опять где-то мимо пролетаю. Кира. Кузница Гефеста. Ну, конечно же. Малида. Ты посиди пока. Не пойму, где Саламин-то? Понимаете, у меня даже нету этого Саламин. Принц Персия. Кефалиния. Факида, Малида, Лакрида, Биоти, Атлантида. Вот Гердея, к примеру, тоже не был. Милос тоже не был. Ты знаешь такой остров Саламин? Саламина. Я понял. Да хоть бы указатель бы пихнули. Что плыть туда-то, туда-то. Так. Повстречался слепой перс, желавший увидеть мир, о котором так много рассказывал друг. Он согласился посетить описание места по просьбе перса, став его глазами. Цель текущего задания — найти сокровище Фемистокола. Сокровище находится на острове Саламин. Ну, по идее, это должен быть указатель. Ну, хорош, какой остров? Это опять, что ли, как этот? Какой-то кусочек, примыкающий к основному острову, будет называться, да? Остров Саламин. К югу от Саламина. А Саламин сам где этот остров? Именно остров. Вот он остров. Я нашел его. Вот он, Саламин. Вот он посреди. Ты посмотри. И так он не будет пока. Вот он. Есть. Мы нашли. Развалина расположена к югу. Значит, где-то с нижней части, да? Развалина. К югу от Саламина. Они могут и здесь, в принципе. Где угодно могут быть. По-моему, к югу от острова Саламин. То есть надо брать сейчас катер и вниз. Именно развалины. К югу от Саламина. А сейчас посмотрим, в самом Саламине есть какие-то развалины. Тут типа пещера какая-то есть. Кстати, кузнец есть. Давай посмотрим.
сюда катера завезли. Ну да. Если бы я, как там песня-то, был дельфином, стал красивым. Чего изволишь? Сейчас катер вызовем, да. Клыкач. Берем рессы, друзья. А нам, кстати, корабль, да, придется воевать на улучшение ставить, потому что если бить этих культистов, которые по морским этим боям, то в любом случае улучшение требуется. Да, проблем не будут вызывать. Прочность. Ух ты, сколько ж много древесины-то. Я боюсь, я сейчас усилию, мне не хватит. Банально потом на стрела. Ну и все, ребят, да, и леса 0. Урон воина, урон яда. Песня группы Дюна. Если бы было море пить, я бы дельфином стал красивым. Да, если бы было море водки, я бы стал подводной лодкой. Да-да-да. Точно. Песни, да, раньше придумывали какие? Простые слова и смысл простой. Сейчас у нас что-то как начнут эти. Че они там? В бой и действовать незаметно. Кто там? Фигак. А кто это был-то? Ой, ребят, а вы же спартанцы. Извините. Арес с тобой, но это... Я все путаю Арес и этот, как там перст напал-то? Ксеркс, вот. Арес и Ксеркс. Трындец, у меня путаница в голове с этими именами. А, опять? Я же горю! Да ты обалдел, что ли? Куда ты горишь-то? Раз один подобрал, другой выкинул. Ой. Понял. Опасно. Я ведь здесь не был на самом-то деле. Да, это Стелла. Это именно Наук. Все правильно я подумал. Так, туда потом пойдем. Давай сюда. Змеи, я вас вижу, да. Все, гори. Да лук, лук.
Во. Там уже змея не выдержала, полезла куда-то наверх. Выцеливать. Так, оттуда мы пришли. Я помню. Сокровище, сокровище. Что может быть за сокровище? Змеиный лук. Не, вот это топускай, забегаешь, а тут змея. А что тут делать-то? Куда-то наверх. Не понял. Что-то я вообще не понимаю. Куда тогда бежать-то? Змейки хорошо от факела загораются. Бросил его и нормально. Да, ну когда ты забегаешь, там весь пол в ловушках, и это не совсем как бы хорошо. Где-то я там мог это упустить. Проход. И вон на Стелла как раз таки. То чувство, когда надо вверх залазить. В какой-то из комнат, но в какой? Вопрос. Может где-то что-то с лука потолок пробить? Типа, ну нет, тут не получается. Здесь как бы тоже ничего такого даже и не видно. Смотри по стенам, может быть где-то стену надо сломать, обычно возле нее слышен гул ветра. Стену сломать. Ну да, я это тоже в голове держу. Но я не вижу просто. Тут знаешь, вот я подсвечиваю. Показано второй этаж. Ну, тут нет, так не работает. Где-то стену сломать. Тут заходим влево и вправо проход. И прямо еще проход. Здесь я точно не был. Тогда получается, да, я в одну сторону как-то я не прошел. Заплутал.
О! Опять эти ловушки. Странно. Вот, блин, храм устроили, да? Пойдешь и заблудишься. Персидский шлем. Потерянный ключ, кольцо. Ты спас Кассандру. Нет еще, нет, дружище. Птицу нашел пока что. Неких культистов нашел. Вот сейчас Телу ищу. Выполнил квест. Иду за сокровищами, которые мне там этот сын Ксеркса дал. За то, что я ему помог, типа. Ну вот, он так отблагодарил. Что-то там мешает. Что-то мешает. Да ладно, так добежим, я думаю. Теперь отсюда выйти. Нужно действовать осторожно. Да, мы тут всех уже это самое побили. Так, одну очку от навыка, да, еще. Шанс отразить... Чего? Урон от мечей кинжалов 10%. Шанс крит удара при низком уровне здоровья воина. Я его разломаю. Ну, прикольная штука. Прикольно, мне понравилось. Так, я тут-то... Парализующих. Станьте мастером парализующих, горящих, отравленных и взрывающих стрел. Стрелы можно изготавливать минус снаряжение. Мастером прям стал. Ох, ё. А что, я до этого был не мастер, что ли? Взрывающие стрелы. Ну, у меня теперь осталось только этого леса добывать на корабль. Вот, сокровище, видишь, ищем. Фемистокула. Развалины расположены к югу от Саламина. Остров Саламин. Это только на Эгина. Если идти. О, вы находитесь близко к цели. Я нашел. О. Разрушено святилище. Все, супер. Друзья, да, я 2 минутки. Я не могу, у меня уже прикипело. Сейчас сокровища будем искать.
Так, продолжаем. Слушай, а ты кофе брала? Да. Гробница из сказок Артаксеркса. Ой. Главарь. Ух ты. Шлем древнего царя. Чё се? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотреть. Убийца, урон от мечей кинжалом афинским солдатам. Неплохо. 10%. Кто там? Здесь кто-то есть. Куда ты, сокол? Сокол, Икар. Найти табличку какую-то, еще сокровище. Персидский широкий что-то пояс. Вон табличка. Это типа были его сокровища, да, этот шлем и пояс. Получается. Древние таблички еще 4 штуки, а вот это да, это топ. Смотри, какой орел. Загадка разгадана. На острове Славин чтят наследие воинов. Отправляйся на юг и найди там разрушенное святилище. Ты найдешь меня неподалеку на статуе орла. Какой орелик-то, а? Прям, ну куда-ка я посижу в тени. Хорошо. Убийцы, силы крита, устойчивости, ближний бой. Персидский широкий. А это шлем древнего царя. Тоже убийц, убийцы. И тут убийцы, ну тут у меня падает немножко от убийцы, и тут падает от убийцы. Какой смысл тогда? Ну да, тут по 14%. Тут все-таки по 15%. Но все равно ничего так, предмет-то интересно. А, вот Астракон. Астракон, который нахожу, типа галочка. Чпоник, чпоник. Ну, интересно, да. Фух. Дальше. Лесбус и Миссари. Ну, на Миссари много. Там, во-первых, артефакт. Там, во-вторых, по-моему, некое... Это находится... животное божественное. На Миссаре.
Это Элида. Да, там как раз таки бык на Миссаре. Это певка. Певка. Так, а что если мы пойдем поговорим с Мирин перед тронным залом? Я не знаю, что это такое. Ну, типа с матерью, да? А куда идти-то? А, вот. Совсем заблудился. Подожди. Способности пока нет, ладно. Там еще мы сегодня, я сейчас вспоминаю, нашли какое-то письмо то ли Браситу, то ли от Брасита. Брасит тоже должен быть где-то здесь в парте. А если Брасит оккультист? Да не, подозревать можно кого угодно. Но тут понятно, что какая-то женщина культист. Тут если мужчина, то маска мужчины, а если женская, то она вот так вот выглядит. А кого из женщин меньше всего могу подозревать? Загадки, загадки. Я хочу увидеть царей. Ты готов вернуть землю нашей семьи? Ну да. Но сначала нужно свергнуть царя-культиста. Твоя мать гордится тобой, Алексиос. Ты точно уверен, что доказательств хватит? Возможно, нужно найти больше доказательств. Точно. Соберу эфоров и буду ждать в тронном зале. Каких эфоров? Разве ты не помнишь? А, впрочем, ты был ребенком. 5 эфоров избираются из числа граждан Спарты. Они властны даже над царями. Ты должен склонить их на свою сторону, чтобы спасти Спарту. Я, честно, я даже без понятия. Доказательств хватит, я говорю, хватит. Чего же мы ждем? Простите за задержку. Ты созвала эфоров? Судя по толпе обожателей, ты достиг успеха. Мне пришлось участвовать в играх самому, но я принес Спарте победу. Прекрасно. А что насчет нашего борца Тестикла? Случилось несчастье, и он не смог состязаться. Игры не главное. Как дела в Биотии? Мы со Стентором разбили силы Афинин. Вам не о чем беспокоиться. Зачем ты созвал эфоров, если принес лишь добрые вести? Чтобы выдвинуть обвинения. Серьезно? Против кого? Я вообще не знаю, кто тут. Я только могу гадать. Это Олимпийские игры, а этот Биотий. Но я думаю, что это старик. Хидам, Спарту нужно избавить от тебя, пока не поздно. О чем ты говоришь? Как ты посмел заявить такое
в присутствии царей. Подожди, Архидам. Доказательства. Архидам — член культа космоса. И он Закрой предал глаза, свое рискни государство. пальцем. Культ чего? Нелепица! О каких доказательствах идет речь? Сейчас посмотрим. Вот доказательства. Он виновен. Это не доказательство. Эфоры разбирают только серьезные дела. Отсутствие доказательств — это неуважение к царям и к нашему времени. Этот обвинитель послужит примером всем безрассудным глупцам. Я виновата! Накажите меня, его мать! Мы дали тебе возможность доказать свою верность. Пригласили сюда. И вот как ты нам отплатил? Может, Павсаний? Алексиос и Мирин, я проклинаю ваши имена. Вас настигнут криптии, а илоты соскребут мясо с ваших костей. Согласен. Весьма мудро. Он как Герасим, вот этот. Жаль, что в этот раз маска и плащ не спасут тебя. Ты был там, в Дельфах. Вот теперь я понял, кто. Мама, Павсаний раскрыл себя, прежде чем меня выволокли оттуда. Значит, он царь-культист. Нужно разделаться с ним как можно скорее. Верно. Как закончишь, приходи домой. Конечно. Арес поручил мне привести Спарту к славе. Может быть, только один. Вот хмареныш-то, а? Вот хмареныш-то, вот он так. Так, ну а если я загружусь и диалог такой же будет, вот мне интересно. Вот просто, ну, понятное дело, что мы пойдем его убьем, потом король нас простит, потому что мы Спарту спасли. Я почему думал, что это старик? Потому что он слишком долго у руля, и он должен знать. Да куда ты загрузить-то мне? А тут видишь, как молодой Павсаний. Я хочу увидеть... Ты готов? Ну да. Твоя мать, ты точно? Точно. Каких? Разве ты 5 эфоров? Увидимся. Простите, Ты созвал... Суть Мне прекрасно случилось. Игры не... Мы со Стэн. Зачем ты? Чтобы выдвинуть... серьезно? Так, вот, против Павсания. Ты знаешь, о чем пойдет речь. Против тебя, Павсаний. Нужно избавиться от Павсания, пока не поздно. Он член культа космоса и предал свое государство. Культ космоса? Да о чем ты говоришь? Видимо, это шутка. У меня есть доказательства. Вот они. Сейчас, видимо, все то же самое будет. Он виновен. Это не доказательство. Эфоры разбирают только серьезные дела. Отсутствие доказательств — это неуважение к царям и к нашему времени. Этот обвинитель послужит примером всем безрассудным... Да, то есть кого-то не выберешь, ты все равно узнаешь, что он культист. Накажите меня! Тебя выгонят, но ты в итоге должен его шлепнуть. Тебе возможность доказать свою верность. Хотя, возможно, есть какой-то другой тут выход. Вот как ты нам... Найти более существенные доказательства. Что скажешь, Архидам? Алексиос и Мирин. Согласен. Жаль, что в этот раз маска и плащ не спасут тебя. Вот, видите? Был там, в Дельфах. Вот, ты был там в Дельфах. Да, все то же самое. То есть, что бы мы ни выбрали. Но, возможно, говорю, да, каких-то надо доказательства более. Ну, что-то как-то он против двух этих не мог справиться, я не поверю.
Дали бы нам возможность. Раскрыл себя. Сейчас копье бы там летало по всей комнате. Значит, Как валанчик. культист. Нужно разделаться с ним как можно скорее. Верно. Как закончить? Конечно. Так, приходи домой, да. Поручил мне привести Спарту к славе. Может быть, только один. Культист и царь Спарты Павсаний стал самым значимым человеком на Пелопоннесе и помог культу погрузить эту землю в пучину войны. Люди не испытывали подобных страданий со времена вторжения персов, но они продолжали любить Павсани. В этом заключалась его власть. Благодаря поддержке культа он мог послать войска к стенам Афин, обогреть кровью весь мир и по-прежнему получать восхваление от всего народа. Меч Диониса, Сифос, убийцы, Крита, удар героя. Кстати, меч-то, да, действительно клевый. Ха-ха-ха. Ну ты привет. Царь Павсаний состоит в культе космоса. Я должен его убить. И на меня такая лютая охота со всех сторон. Там уже скачут, короче, вовсю за мной. Меня прокляли там, смотри. Обалдеть. Откупиться я точно не смогу. Вот и Павсаний, Малака. Так, а давай посмотрим, может быть, смогу как-то откупиться на карте. 13 тысяч, ну давай. Типа, гасить их смысла нету. Откупиться смысл есть. А то мы сейчас так тут всю Спарту перебьем. Ну, дороговато, да, согласен. Чего страшного. Че там, Дашка? Ну, с охраной, да, видимо. Да, он, видимо, с охраной. Так, ладно, друзья. Я благодарю всех за внимание. Наверное, сегодня будем заканчивать. Вот. Продолжим мы с вами уже непосредственно. Да, наверное, Ассасин на этой же неделе мы продолжим где-то в выходных, если у меня будет свободно, да. Завтра у нас с вами Fallen Good. В пятницу у нас Вайландерс. Короче, вот эта вот игра, новая РПГшечка. Вот. Вам всем большое спасибо за сегодняшнее присутствие, за поддержку. Всем удачи, добра, да, 20-й стрим серии. Вчера меньше, чем Линк, больше, чем... Да, хорошего вам настроения, хорошего вам вечера, хорошего там дня, времени ночи и так далее. Завтра с вами встретимся. Давайте, не скучайте. Было интересно, было продуктивно, по крайней мере. Добра, здоровья еще вам. Довесочку. Не болейте. Давайте. Всем, друзья, до завтра. Опять у меня эта сцена не работает, она вечно отваливается.